Привет, ребята, всем. Наконец-то в строю, снова на выходных. Да, начиная с серьезной игры. ДКС в эфире. Играем, так сказать, погружаемся в атмосферу полета на наших героических самолетах Су-25 разных типов. Сегодня будем летать, скорее всего, на самолете Су-25 СМ-3 и Су-25 Грач. Вот. Миссии все те же самые, оттачиваем, тренируемся, улучшаем навыки, так сказать. Ну, а миссии как бы новые создать не проблема. Так, что, миссии новые создать не проблема. Навыки надо улучшить только и все. Так, я вам здесь не нужен, я буду только как комментатор и летчик. Все, поехали. Так, ну, я играю в основном все свои сценарии, я не играю там, что другие создают. Принцип у меня сейчас такой, мне нравится делать самому и летать в свое. Я не говорю, что они плохо создают, просто я знаю, что мне надо, и все. У меня есть тренировочные миссии, у меня есть миссия на тему что-то приближенное к чеченской кампании, но так... Вот, так, хочу сделать сейчас с вами колонну, попробует отработать самолет Су-25 СМ-3 по колонне. Попробовать посмотреть, как оно будет. Блин, ну вообще как бы самый лучший оптимальный вариант это разминка, конечно. Тренировка, полигон. Поехали на Граче, быстренько полет сделаем. Короче, нужно вылететь, нанести удар, неважно какой он там будет, успешный, неуспешный. Зайти на посадку и все. То я, бывает это, любитель дело доделывать до конца, это может затянуться на весь день опять. Как-то было у нас, да, в прошлый раз. Тоже. Да, сейчас еще там на пару вылетов. И все, и просто стрим закончился. Ну, там потом, через буквально 30 минут. Так, самолет, значит, Су-25 Грач. Что у тебя тут? Воу. Привет, Игорь, привет. Рад видеть снова. Блин. Пипец, у нас жара, я тут всю неделю просто как это... Как драник на сковородке. Как я по тебе соскучился, братан. Можно я просто на тебя посмотрю? Так. Да я думаю, чем из вооружения поставить. Нары. Ай, нары, блин. Нары надо использовать. Не знаю, мне нравится на Граче использовать что-нибудь. Там фабы. Ракеты управляемые, правда, не кривые. Че, бомбы покидаем? Давай 500-й, наверное. Блин. Что-то пошло немного не так. Вот так. О, все, ништяк. Не знаю, я Эдиварду предложил, как бы. Полетит, не полетит, посмотрим. Как дела? Да все отлично, сегодня первый выходной. Сижу, кайфую, расслабляюсь, думал, с чего начать. Ну, думаю, давайте начнем с ДКС, а потом арма. О, нифига себе, гром, что ли? Класс. Это в честь моих выходных, спасибо. Классно. Как я на выходные, так апокалипсис начинается. Прикольно. Лучше, когда бы я работал, апокалипсис был, а на выходных бы отдыхал в хорошую погоду, правда же? Так и хочет меня погода опять на неделю посадить за комп. Аж ты какая хитрая.
Ну, в то. Так, танцы не получится. Ну, давай уже. Настраиваю этот трекер. Проверяю углы обзора же, все было. Потому что мне некогда потом заниматься этими махинациями. Тут, видите, настроена голова так, чтобы в текстуру еще туловища пилоту не входить. Вот, видите, как она сделана? А то можно ее настроить так, что ты будешь ему смотреть в ребра. Ну, правда, ребер не прорисованы. Это, да, это симулятор, да. Ну чё, мы готовы? Дальше все зависит уже от меня. Ну. Тормоз. Я газ с тормозом перепутал. Нет, тормоз с газом. Так, ладно, зажимаю тормоз. Пошла. Отрыв. Пауза, хотел сказать. Сейчас он мешает. А ты не играл в эту игру, что ли? Не видел ее? Как так? Я почему-то уверен, если бы в Советском Союзе была бы создана эта игра, наши дедушки бы любили бы летать на ней. Ну, после Второй мировой, конечно. Нет, не надо, не надо мне это проходить. Ни компания, ни миссия, я свои миссии создаю, летаю. Компания уже наигрался, не понравилось мне вообще ничего. Мне нравится то, что я создаю. Ты мне не играл, блин, Игорь, ты много потерял, поиграй. Ну, если, конечно, тебе интересна эта тема. Сейчас мы тут немного разомнемся обзором, кайфанем под а все, музыка заканчивается. Все, можно уже в бой вступать. Так, у нас цели, ну, танки у нас. Огонь, артиллерия. Это полигон. Сейчас миссия такая тренировочная. Это так пострелять. Сейчас я пролечусь. Как вот тогда обычно бывает тут? Надо пролететься.
Вот, если нет тут у тебя целей, надо визуально их обнаружить. Правда, на граче это сложно делать. А, на Су-25Т, на Су-25СМ3 можно провести разведку. Там вот этот солт и шквал, они позволяют как бинокль наблюдать. Вот, на граче нет. На граче желательно бы, конечно, разведчика снизу, авианаводчика. Ну, логично. У него бинокля нету. Вон цель у нас обнаружена. Видно, да? Я на нее прям смотрю. Первая цель. Вон вторая цель. Два танка, два разных типа танка. Т-72 и Абрамс. Из вооружения используются управляемые ракеты и ФАБы 500. Это так, полет на прицеливание, на наведение тренировок, потому что им надо уметь наводиться этим самолетом. Так, ну, воздух-земля. НРС. Это НУРС. Шутка. Это нары включены. Вот ВПУ. Тут можно пушку сразу хоп включить, если хочешь. Так, нары меняю на управляемые ракеты. Вот у меня зеленым отображаются, где они сейчас у меня подвешены. Пилоны. Типа они под самолетом, на самом деле они вот она, вот большие вот эти ракеты, это Х-29Л. Мощные ракеты, их до сих пор, кстати, используют в бою. Скорее всего, даже они используются на самолетах Су-34. Очень хорошие ракеты, мощные. Особенность ракет, что они могут работать на расстоянии. Вот. Но опять же, у меня нету здесь шквала, поэтому мне придется близко подходить. Вот какая еще особенность наведения у этого самолета, этих ракет? Так, врубаю лазерный целеуказатель. Не дальномер, а лазерный целеуказатель. Вот она, лампочка загорелась. Тебе вручную надо тут все наводить. Это механика. То есть вот этот прицел надо навести на цель. Затем произвести вовремя пуск. Ну, то есть тебе вот в этот прицел надо обнаружить визуально цель. По сути, это, знаете, это как вот во Второй мировой самолеты летали. У них там все на прицеле, на обычном было. Толь играл в этот, вел 2 штурмовик. Игра есть. Там на штурмовике летаешь тоже. Мушкой наводишься и стреляешь. Тем грач он и сложный. Здесь мушкой надо наводиться. Также это стекло надо постоянно поднимать, опускать. Очень классная тема. Потому что прицел у тебя просто уходит. Так, вижу цель. Фиксирую. Довожу. Делаю пуск. Ракета пошла. Вот, теперь этот прицел надо контролировать постоянно. Чуть-чуть смещение, все. Ну, Абрамс все равно уничтожен. Ракета мощная. Вообще, вот так, если смещение происходит, это значит все, провал. Это уже будет не в цель, это будет повреждение цели. Здесь в основном идет отточение вооружения и точности. Если летать судя по безопасности, то так грач уже не летает в наше время. Он летает на низких высотах в основном. Отстрелялся и спрятался.
Потому что он уязвим для ЗРК. Я бы назвал Грача сейчас, наверное, воздушной артиллерией, так бы его назвал в наше время. Ну, это мое мнение. То есть он в основном пострелял нарами и ушел. То же самое, как у арта отработала по цели и спряталась куда-то в другое место, да? Так, что у меня по остатку? Нормально решил. Следующая цель — танк Т-72. Скорость 600, высота 330 метров. Скорость 550, высота 420 набираем. Чем мне нравится Грач? То, что у него маневренность хорошая. Он очень быстро развивает скорость. Очень комфортен в управлении. Что при взлете, что при посадке. В общем, к этому самолету очень хорошо привыкнуть. Легко, правильно. Так, готовимся опять. Отправляем ракету. Лазерный целеуказатель. Так, подожди. Целеуказатель пока убрал. Он нагревается. Сейчас чуть поближе подойдем к побережью. Так. Маленько замедлю скорость. Все, здесь опять врубает целеуказатель. Ищем цель. Вон вижу. Сейчас надо зафиксировать. Пошла. Вот до конца надо вести, до конца равновесие держать самолеты. %, вот это называется мимо. Все, танк покидает свою позицию, он сейчас будет находить укрытие, но так как здесь укрытия нету, ему спрятаться некуда. А вообще, вот если идет атака на колонну, они начинают занимать укрытие куда-нибудь в степь, уезжают за деревья, прячутся, то есть такие вот здесь они. Так, ну что, 2 ракеты отработаны, одна отработана в цель, другая рядом. Ну, 2% это вообще, это как голубь ему покакал. Так, надо тогда сейчас фабы использовать, да? Работаем фабами. Так, сброс по одной. Зашел на арму сегодня, посмотрел, блин, к сожалению, опять сервак не работает наш.
Когда заработает, не знаю. Хотя вот он вроде включался, когда пока я работал. Сейчас я пришел, он опять не работает. Придется идти на UTF. Ну ничего, на UTF тоже есть миссии интересные. Там тоже можно кайфануть. Так, где ты? Найду бомбу, сброшу. Вижу цель. А что у меня с джойстиком? Я же вроде его не трогал. Че? Джойстики устают, пипец. Скорее всего, у них цены еще, видите, выносливость. Чем дороже, тем выносливее, наверное, да? Такое. Давай, давай, давай. Есть, пошла ФАП. ФАП 500, она мощная. Вон, я ее вижу, блин. Бах! Есть, в яблочко. Блин, ништяк. Вот, блин, вот приятно, когда она попадает в яблочко. Вообще ништяк. Цель поражена. Ништяк. Вот это да, вот это меня радует. Фабом 500 попасть в танк четко это. Короче, разнес его в клочья. Так, значит, раз уж такой праздник начался, у меня еще остался ФАБ 500 и еще пилоны с этими снарами 8-ком, С8-ком многоцелевые. То есть они могут и танки атаковать, и пехоту, и БТР. Значит, задача там же получается, где у нас была техника, расположена пехота, она находится за ангаром. Примерно я уже знаю ее расположение. Так, выставляюсь на бомбы опять. Сейчас туда надо будет бомбу сбросить, поразить цели. В общем, это у нас вот это же побережье. Там вот у нас есть чуть ближе ко мне. Вот. Ай, не смогу довернуть, к сожалению. Вот он, вон они, два ангара, блин. Вон они, два ангара вместе с друг другом стоят. Вот надо за ними, туда за ними бомбу забросить. Там у нас пехи обнаружены. Группа разведчиков. Ну, диверсанты, я не знаю. Ну, короче, не отряд, а небольшая группа там. Так, сейчас я вынужден отвлечься. Паузу нажму. Сейчас. Я на связи. Блин, я тут вырубил трекер. Сейчас. Поворот головы убрал.
выключил, он же выключается. Надеюсь, это не надо будет его опять калибровать. Да, тут очень многое зависит от того, как ты вовремя посмотришь туда, куда надо. Оттуда будет зависеть уже, как ты нацелишься. Допустим, на таких самолетах, где есть оборудование, которое можешь в дисплей наблюдать, там очень зависит от твоего обзора. Многое зависит. Так, что у меня опять выставилось? Бомбы, бомбы, бомбы. Нет, маленькое отклонение. Справа цели. Готовлюсь. Все. Цель зафиксирована. Место для падения, для сброса. Бомба пошла. Сразу набор высоты, потому что 500-я она мощная. Все, диверсанты уничтожены. Кстати, это были натовские солдаты. Там три стрелка, один пулеметчик, по-моему. Иностранное оружие у них. Но они, да, они как это синяя сторона. Так, что у нас осталось? У нас остались нары, и все, я сейчас отработаю по колонне. Колонна состоит из 3 БТРов ЛАВ-25. Это иностранная техника. И пехота. Вот. Колонна у нас находится... А где у нас колонна находится? А, вон она сзади меня была, и не там ее смотрю. Где-то. Лав 2. А, нет, подожди. Лав, Хаммер и Страйкер даже в этот раз. Помню, было просто 3 лавки, а сейчас у нас разные типы техники. М1043, по-моему, это Хаммер. Лав 25 это у нас БТР. И вот этот М11 это у нас этот Страйкер, по-моему. Так, значит, сейчас что я делаю? Я пытаюсь отработать нарами, потом пушкой добиваю. Пушкой тоже надо использовать ее иногда. Блин, что у меня там? Все нормально? Опять же, как вот оно в миссии? Тебе же надо еще долететь до места назначения. Это, считай, расход горючего. Пока там ты маневрируешь, тоже расход горючего. На обратку надо рассчитать. Вот, а бывает резервного аэродрома нету, вот и все. Поэтому особо вот так не полетаешь, как я сейчас тут кайфую. Там нанес удар и все, и ушел. Долго летать нельзя, у тебя горючки не хватит. Он маневренный, но он хорошо, у него расход хороший. Без дополнительных баков он махом у тебя горючее сожрет. Я вообще за этот ориентир здесь забыл. По-моему, я вижу цели. Кстати, при стрельбе нарами тоже можно использовать дальномер, только это будет вот так вот выглядеть сначала. Дергаться все будет. Отходим.
Знаю, я дальномер лазерный целеуказатель редко использую. Мне нравится самому стрелять. Ну, если же это дальнее расстояние, конечно, сложно будет попасть. Нары же, они все равно падают раньше, чем ты думаешь. Приходится брать немного выше цели. Так, еще в следующий заход. Так, я опять, по-моему, над ними, да? Да, вон они у меня, они. Сейчас попробуем на низкой высоте. Я тут, кстати, как-то наткнулся на ролик случайно, как наши летчики летают на Граче, причем в боевой обстановке. Но это ничем особо не отличается, как мы здесь в игре летаем. Только вооружение маленько мы используем. Фабы, управляйки. А там-то у них это, я тогда думаю, я говорю, как арта отработают и все, уйдут. Блять, я опять их где-то потерял. Вон, вон. Здесь они. Привет, брат, сейчас подожди, я посмотрю. Да, я донаты вырубил. Ну как, оповещение просто. Сейчас я гляну. Если донатите, пишите в чат, и все, я посмотрю. Саня, добрый день, хорошего настроения, спасибо за стрим. Спасибо большое за 200 рублей, я увидел. Спасибо, тебе тоже хорошего настроения, спасибо. Я хотел сегодня с человеком полетать, думаю, в паре. Там миссия есть у нас интересная. Вдвоем будет вообще атмосферно ее полетать. В тылу надо разбить эти колонны снабжения. Пару сотен просто поздороваться хотел. Ну, понял. Но все равно спасибо. Так, а что у меня нары-то есть еще? Да, у меня еще нары есть. Как так-то? Обычно они быстро уходят. Работа, да, она везде работает. Я тоже вот сегодня первый день, только выходной, но... Блин, вот видите, начинаю этот трекер прибушить.
Знаю, как ребята сидят в этих очках. Блин, я бы, мне кажется, устал бы. Ты же вообще, считай, окружение жизненного не видишь только в игре и все. Не, ну зато кайфанешь, да? Просто надо недолго, да, играть в такую тему. Я про VR говорю, виртуальной реальности. Че, давай тогда еще ударим по ним туда и все. Я что-то хочу сегодня на СМ полетать. Самолет тоже классный. Так, ребята, где вы у нас здесь? Если не ошибаюсь, вон там. Сейчас, подожди, я вижу, что-то там насчет компа у тебя вопрос. Ой, слушай, ну хороший компьютер, блин, сейчас собрать, нормально ценник тебе обойдется. Где-то сотки две, наверное, я думаю, надо. Хороший компьютер, чтобы играть, кайфовать. Ну, видишь, роль в видеокарте. Видеокарта. Ну, загорелась. Ух ты! Это кто по мне так? Нам техника какая-то в укрытие ушла одна. Дайте угадаю. Хаммер. Хаммер, что ли? Кстати, Хаммер боевой, по-моему, с пулеметом М2. Так, ну все, у меня нары закончились. Я сейчас захожу, я буду работать пушкой. Ну, пушка это уже так, дополнение мое. Вроде как я слышал, грачи редко пушкой пользуются, а я пользуюсь. Не подскажешь, сколько компьютер сейчас стоит собрать нормально года на 3 вперед? Это уже первый выходной. Но то, что там пиво, комп и все ништяк, это нормально, иногда может. Так, нормальный компьютер на 3 года вперед. Ну, видеокарта сейчас желательно бы, конечно. Не, 40-е, они тоже, кстати, в топе. Ну, мой тебе совет, лучше стремиться к 50-ке сразу. 50-е брать себе и все. Хорошие видеокарты. Вот, опять же, сейчас видеокарты рулят, чем больше памяти, тем лучше. То есть игры сейчас начали требовать именно память, вот эту 12 гигабайт, там 16 гигабайт. Вот, в основном тебе надо процессор нового поколения, оперативочки 32, я думаю, вполне нормально, если не в Тарков играть. Ну и диск быстренький, SD-ки обязательно какие-нибудь надо, M-ки, SSD, M, такие вот всякие. Сейчас все зависит еще от диска, то есть в основном игры идут, у них мир вот этот большое окружение свободное, ему же надо прогрузиться. Ну. Добрый день. Хорошего настроения. Спасибо за стрим. А, вот только донат, прикинь, пришел. Что-то у них задержка пипец долгая. А, что еще? Ну и видеокарта, да. Короче, процессор. Ну, я не знаю, какой сейчас лучше использовать. Я-то, видишь, на Intel, где всегда сижу всю жизнь. А сейчас у Ryzen тоже процессор, вроде говорят, классный. Поэтому тут тоже на твой выбор. Ну, видеокарту, если брать, то стремиться уже к 50-й версии. Сейчас уже 60-й выходит, это пипец. Сейчас.
но у меня вот смотри, у меня карта вывозит. Вот. Чисто игры вывозит на ультрах, на все. У меня нагрузка идет из-за стрима. То есть мне надо помимо как графику у себя отобразить красиво, надо еще, чтобы эта графика красиво у вас отобразилась. Вот. У меня нагрузка вдвойне. А так вот у тебя, как просто у игрока, без всяких стримов, без всего, у тебя вообще вот 50-70, допустим, вот видюшка, которая у меня сейчас стоит, она у тебя вообще будет ништяк работать. Вот. Ну, конечно, если у тебя есть возможность взять 16 гигабайт памяти, то это еще круче будет. Вот. Память сейчас очень большую роль играет. Поэтому вот насчет этого я скажу точно. Ну и все, оперативки, ну, запасом 64. Ну, кстати, что-то говорят, она подорожала, да? Я успел поставить 2 плашки по 32. Вот, но у меня процессор маленько проигрывает. Ну, опять же, мне, чтобы процессор заменить, это надо материнку менять. Это не так просто, как, допустим, видюху я воткнул с оперативкой. Короче, я из своего процессора, так сказать, выжил максимум. Все, вот я добавил ему видеокарту мощную и оперативку. Все, играю. Вот. Все, следующий мой апгрейд, это уже точно стопудово новая материнка, новый процессор. И, кстати, память сейчас, оперативка уже переходит, по-моему, не DDR4, а выше идут уже цифры. Так что, ну и все. Там смотри. Тогда хватит на года 3-4. Потому что запчасти сейчас на комп выходят, электроника, она просто штопается мгновенно. Я говорю, вот я взял только видюху 50-70, они уже 60-е делают. Вот дела. Что у нас там осталось? Вот, кстати, ситуация сейчас как с колонной. Колонну атакуешь, бывает, если технику за раз не уничтожаешь, какая-то часть техники уходит в укрытие. Это, допустим, вот сейчас машина уехала в деревья, сейчас вот надо будет ее визуально выцеливать там. Вот самое сложное это в поле. Вот миссия у меня есть, там тоже тренировочную колонну, когда бьем. Вот там сложновато их высматривать, а там деревья тоже есть. Конечно, конечно. Я просто что тебе хочу сказать. Основная составляющая компа это материнка и процессор. Вот, от нее уже будешь отталкиваться дальше. Если у тебя это не современное, то дальше нету смысла что-то апгрейдить. Вот. Так, сейчас у меня тут немного шумновато, но результат я выполнил. На 28-й год, но все классно. Можно сейчас... Да, не 50-е, они, пацаны, сейчас на 40-х гоняют еще на ультрах. Я говорю, сейчас процессор мощненький поставил себе, и все. А там уже эти оперативочку, все это можно подшаманить, ну, как бы... обновить. Главное, чтобы процессор и материнка была современная на года 10 вперед. Тогда было бы классно. Тогда хоть шамань, не шамань. Я вот сэкономил на процессоре в свое время. Тоже налепился видюху, там все такое. А сейчас думаю, лучше бы я, блин, проц и материнку взял нормальную. Сейчас бы у меня бы компьютер вообще был бы мощь.
Да у меня и так сейчас он как бы хоть и вывозит. Я говорю, у меня проблема единственная, говорю, в одном сейчас. Не могу стримить с вебкой, там кое-какие эффекты использовать на некоторых играх. Из-за того, что видюха перенапрягается, конечно, она устает. Но это опять же все упирается в стримы. Если вот их убрать, у меня вообще все классно будет. Поэтому мой тебе совет, бери 50-70, если она сейчас еще не сильно дорогая. И играй на ней. Хорошая видюха. Все игры у тебя на ультрах будут идти. Она вывозит вообще классно все. Не греется, холодненькая, вообще классная. Так, ну я задачи все выполнил. Все, тогда я на базу. Все, полигон я выполнил. В этот раз сам удивлен, что я выполнил прям без проблем. Обычно начинал всегда не очень бодро с ним. То ракета не залетит в цели, то я куда-нибудь залечу в гору. У меня тоже бывает такое. Остаток топлива 800 килограмм, чуть больше. Так, делаю запрос. С земли что ли приземлиться? А то я все с воды приземляюсь. Давай с земли приземлимся. Блин, вот тоже, да, вот низкая высота не всегда классно, потому что вот эти вот провода идут. Я сколько раз попадался уже на них. Да, я еще тут посадки тренирую. Некоторые экстремальные. Мне нравится. У меня бывает, я подбитый прилетаю. Мне приходится всяко разно садиться. Не именно по приборам, а визуально. И самолет чувствовать самому. Мне хочется вообще у него приборы вырубить. Ну-ка, если я электрику вырублю, я сам смогу его почувствовать.
Блять, единственное, шасси не знаю, выдвинул. Вот это да. От шасси я точно не почувствую. Ой, да, это уже привычка, это резко поворачивать. Это от руля привычка. Просто забываю иногда, что у него крылья по бокам. По сути, вот если крылья убрать, это то же самое машина на земле. Также можешь ездить, рулить. У него, правда, не руль, а педали. А так, тот же самый управление, то же самые тормоза. Тоже можно тормозить рывками, аккуратненько чувствовать самолет. Ну, на земле такой же, как автомобиль. Только ему крылья, говорю, то еще убрать, чтобы крылом, ну, чтобы в поворот заходить резко. Обычно крылом же можешь задеть. Ну, ладно, 3 колеса, ну, все равно чувствуется как машина. А, Ил-2 штурмовик, так а он сейчас есть, он улучшенный, по-моему, даже до сих пор, он в тренде. Там графика красивая, все. Так что... Не, я не хочу на этих поршневых летать, я уже так на них налетался. Было время, тоже летал на них частенько, помню. Но я начинал с Battlefield, потом War Thunder поиграл. War Thunder. Ил-2 попробовал. Ил-2 что-то мне не очень зашел, хоть и графика там красивая, не знаю. Но когда я здесь сел в самолет Су-25Т и осваивать его начал, вот тогда я кайфанул. Вот. Мои вообще любимые самолеты, как бы Су-25, но только оснащенные каким-нибудь дисплеем. Вот. Ну, Грач, честно, я полюбил. Я раньше не понимал его сути. Ну, потому что, опять же, я играл не в симулятор, просто летал. Пих-пах, и все, полетал, и все. А тут-то ты в симуляторе, здесь ты чувствуешь управление самолета, ты чувствуешь этот самолет. Оно намного приятнее. Я не смотрю, что лучше, я смотрю, что мне по душе, вот и все. Просто люди вот привыкли заходить в ДКС и удивляться, а почему Грач, а не F-15? Не знаю, ну потому что мне нравится Грач, вот и все. Поэтому не F-15. Хоть даже пускай он будет там в управлении проще, все такое. Так, сейчас, секунду.
Я здесь. Так, ну, тренировку я сделал, все тогда. Опять. Карту видеозахвата может добрать. Или как она там называется. Чего? Карту видеозахвата может добрать или... Не понял твоего вопроса. Спасибо за донат. Как понять? А, не карту, программу ты имеешь в виду, которую это стрим-то записывает? Нет. Я понял, сейчас делают по-другому. Сейчас 2 видеокарты даже можно. Блин, я вот единственное продал свою, жаль, 1080. Хотя нет, не жаль, она у меня горячая была, я не мог с ней сидеть. Она нагревалась до температуры 90 где-то. Нет, подожди, вру, 80. 79-80 ее рабочая температура. Это прикинь, как она грелась, ё-моё. И это считалось рабочая нормальная температура для видеокарты, короче. Вот, а так нет. Это не это. Короче, я не знаю. Надо, видишь, памяти побольше в моем случае. Я 12-ку взял. У меня 12 гигабайт, а так 16 надо. Ну, я на тот момент, я просто вот пошел, увидел и купил. Если бы я бы изначально бы откладывал, да, что-то, я бы помощнее бы взял. А я просто, блин, нормально, все беру. Ну, спонтанно, я даже не ожидал, что я буду ее брать. Такое бывает тоже. Так. Пойдем. Дальше. А, ну да, миссию сейчас будем играть. Тоже тренировочно, только на самолете Су-25 СМ-3. Эта техника будет посерьезнее. Да. Которая нагрузку берет на себя одна карта, получается, за стрим, а другая на игру. Да. Все верно. Ну, на тот момент мне надо было денег. То есть я потратился, я хотела купить. Я же все-таки спонтанно взял, я купил. А, подожди, кстати, эти деньги, которые на видюху я продал, ту 1080, я купил оперативку себе 64. Поэтому они у меня не зря ушли. Так что все в порядке. Сейчас поиграем еще, до максимума выжмем. Если уже там время придет, то... материнку, процессор, все это, конечно, буду менять со временем. А так, пока мне вот этого вообще хватает. На вебку, что, вебку. Где-то будем включать, где-то выключать. Здесь я выключаю, чтобы погрузиться в полет. А так... Вот в армии Reforge у меня вебка единственная, она... Обычный режим хорошо у меня вообще работает, а вот с этим я фон просто убираю. У меня же тут все-таки не игровая комната такая, не для стримов, поэтому мне приходится убирать. Так, все, давайте пойдем играть. Благодарю тебя еще раз за деньги. Просто неожиданно и приятно. Мем раньше был, помнишь, как неожиданно и приятно? Блин, где самолеты? А, вот они. СМ-3. Такой вот он. Что у него тут есть интересного? В таком окрасе. Самолет создает человек, который обычный любитель, ну, как бы он просто разобрался, как это все создавать, молодец. Ну, то есть это не разработчик из игры какой-то там. Кстати, тезка тоже, Алексей. Он даже у нас как-то был на стриме, в Discord заходил. Молодец, парень. Вот здесь можно взять бомбы КБ.
кабы хорошие бомбы. Это корректирующие бомбы, которые можно просто, допустим, произвести захват через... здесь вот у него... Ну, я сейчас в полете покажу. У него этот Soul Display. По нему захват произвести на расстоянии. Все. Единственное, высоту надо набрать где-то километра 4-5, чтобы сброс выполнить. Спасибо. Тебе тоже всего. В смысле, ты убегаешь, что ли? Да, этот мем был. Ну. Я до сих пор его запомнил. Блин, брать эти кривые ракеты. Не буду. Возьму ракеты. Подожди, сюда вешаются они? Да, вешаются. Вот 25Л возьму, наверное. Здесь вот на этом самолете, здесь уже идет наведение через дисплей вот этот. Он как снайперский прицел. Здесь уже можно не париться. По идее, можно даже 25 мл подвесить. Давай попробуем. Я думаю, он нормально должен сработать. О, Костя, привет. Ну и я не знаю, что взять еще. Так, у нас там сколько? 4, 5, 6 где-то цели, да? Ладно, давай чисто попробуем управляемым вооружением. Так сказать, уйдем в современность. Нары. Так, сюда можно нары зафигачить. То есть я с собой взял корректирующие авиабомбы 500-е, Х-25МЛ ракеты и С-25Л. Вот мне нравятся ракеты С-25Л, они по мощности, ну, чуть послабее Х-29. Единственное, вот у них минус, у них дальность маленькая, то есть надо ближе к цели подходить. Ну, так все вроде. У них вот даже вот отличие 10 км, 6 км. Здесь вот эта бомба, она, чтобы прилетела в цель, надо на цели быть где-то на высоте, даже, я бы сказал, 5, наверное, километров. Ну, ладно. Так, что у меня там у второго самолета? Второго не знаю, вооружить, не вооружить, а то... Ну, давай на всякий случай ему ракеты тоже дадим какие-нибудь. Вдруг надо будет, чтобы он прикрыл. Все, он меня просто будет прикрывать. Хватит. Достаточно. В смысле? Бро, ты что, не в курсе, что я работаю? У меня же игра... Ну, в плане нет. Ты, наверное, понимаешь, что я работаю. Я имею в виду неделя через неделю. Я же неделю прям в работе. Вообще меня нету дома. А, у тебя стрим не запускался, типа, у тебя не проигрался стрим или меня потерял? Не, меня не теряй, я обычно если я ухожу, то я на работу уезжаю просто. Сейчас вот я неделю опять на связи, потом неделю меня опять не будет. Да, я вот такую работу себе выбрал, мне такой график нравится. Зато потом неделю сидишь, кайфуешь. Чем эти какие-то 2-2 или 5-2, блин. Вообще выходные, вот жопа у них. Отдыхать так отдыхать, да? У меня в августе отпуск будет. Получается, где-то с 10-х и до самого конца. Ну, там тоже можно что-нибудь поделать. Так. Он еще кликабельный, типа. Вот такой вот самолет у нас. Это современный самолет Су-25СМ-3. Он даже сейчас участвует в боевых действиях. В Сирии он участвовал. Точно, вроде как слышал. С виду обычный грач.
Но внутри оборудования, приборы и все совсем не как у обычного грача, да? Уже идет ближе к современности. Вот у него вот этот приборчик. Salt 25 называется. Это что-то типа как шквала у самолета Су-25Т. Вот. Особенность этого прибора. Так, давай переключимся. По-моему, а я вот не знаю, здесь тепловизора нет, он, по идее, ну, тепловизором, по-моему, оснащен. Оп. Вот такая вот штука. В полете находишь цели, фиксируешь и отрабатываешь по ним. Вот он на ЛС, кругляшок этот. Ну что, взлетаем? Так, курс. Все на ЛС здесь можно. Можно по приборам, конечно, смотреть, как вот я на граче летаю. Вот, а здесь вот все на стекле есть у тебя. В общем, первый ПМ 48 километров до него. Все, вперед. Да, единственное, я не знаю, как в реальной жизни у него, но вот здесь в игре у него нету автопилота. Сам его держишь. Иногда вот по наведению через вот этот солд, шквал, прям очень сильно не хватает. Это стабилизаторы самолета. Так, нам надо сейчас высоту набрать. — 5000 метров. Потому что бомбы эти, их тогда, это, чтобы их использовать, надо высоту большую. Фабы, да, фабы там 2000 метров нормально даже будет. А эти нет, этим надо 4, 5 километров самое лучшее. В игре вот я уже точно помню, их на 5 километрах только сбрасывал нормально. Спасибо большое. Особенность этого самолета, что он бесплатный. Сейчас, чтобы здесь полетать нормально в этой игре, надо все покупать. А ценники-то тут, ну, кусанут тебя немножко. Человек, который создал этот самолет здесь в игре, он бесплатно его, считаю, сделал доступ к нему. Это уже большой респект. Вот этот грач, на котором я сейчас летаю, он тоже денег стоит, короче, прикинь, не бесплатный, нифига. Карты, здесь все покупается. Эта игра, она платная вообще, по идее. То есть здесь бесплатно дается карта Кавказ, дается поршневой самолет и дается самолет Су-25Т, все, и будь счастлив. Ну, компания еще, это битва за нефть тупая. Бесполезная, не знаю. Единственное, чем она мне помогла, это немного научиться летать на самолете Су-25Т. И все. А так, это вот если там вот погрузиться в этот сюжет и поиграть, и посмотреть вообще, какие задачи выполняет самолет Су-25Т, ты сразу поймешь. Не, ребят, пока.
Просто самолет, по идее, стратегический, как правильно сейчас самолеты называют, которые могут работать по прицелу на дальние расстояния. Вот. Су-25Т этот самолет, он не обычный грач, который летает там пузиком деревья щекотит. Они сделали из него грача обычно. То есть они сделали Су-25Т, он летает задачи на низких высот. Но это бред какой-то. У него кабина, такое ощущение, как будто в танке сидишь, там не видно ничего особо. Его надо использовать на высоте только по шквалу, а не делать из него грача. Не, ну хотя, знаете, у нас пилоты, эти летчики асы, может они на нем и летали, как на Ил-2 штурмовики. Вообще не удивлюсь. Ну а так вот я полетал на этом самолете, я сделал такой вывод, что этот самолет Су-25Т все-таки создан для стратегии. Во-первых, он может бороться против ПВО. Он может сам уничтожать эти ПВО. Какие-нибудь ЗРК типа 10М, 1 стрелу вот эту. Но вот уже с буком, конечно, это сложновато, мне кажется, для него. Он может ее поразить, бук тоже расчет. Ну, есть миссия, как-то тоже мы пробовали. Нет, от ракеты уже не уйти никак. Если только в горы куда-то прятаться. Она достает, ракета буковская махом сбивает тебя. Добираюсь до первого. Блин, маленько ушел. Так, не сюда, туда. Давай второй, короче, сразу. Мне 65 километров. Они же, видите, самолеты чем современнее, они тем это, я так понимаю, горючку сжирают. Заправлять их надо. А истребители так вообще молчу, там постоянно маневренность. Поэтому надо горючку экономить. Так, высота 3700, скорость 580. По карте идем вроде нормально. Долетать надо будет до Моздока. И тут Веселовская. Колонна движется с востока на запад. Вот по вот этой дороге их надо будет встретить. Есть такие задачи компании Реванш. Но ее, блин, хрен сделаешь. Я пробовал, это пипец. Видишь, они упираются на тебя и на бота, на второго самолета, на два самолета. А бот, он бесполезный. И все. В итоге ты один страдаешь просто. Если есть, допустим, игры, где ты можешь и без отряда справиться, а есть вот здесь, допустим, здесь нужен второй самолет, стопудово в миссиях. Один там против расчета ты не справишься. Это тяжело очень. А второй самолет, он бамбук полный. В него летит ракета, все, он катапультируется, и ты остаешься один. А он ничего сделать не может, бот. Не знаю, как он эту миссию проходил, автор. Очень бы хотелось бы посмотреть запись его прохождения. Может, глядишь бы, я научился бы это делать. Так, здесь у нас нету лазерного целеуказателя. Здесь у нас уже идет дальномер. Ну, то же самое, как в Су-25Т. Как понять, сон уже будет? У тебя сколько времени? $3600 надо подниматься выше, выше, выше. Шквал этот, конечно, оборудование здесь классное, все, но это уже оборудование тоже есть особенности.
Облака мы их называли. Туман. Она через туман не видит. Это вся тема. Поэтому если погода будет плохая, а если еще и облачность, то тут только помощь грача, который летает на 50 метров высоты. Ну, я думаю, 4 даже километра хватит. Сейчас вот мы на 4000 метров, 400 уже. Че у нас там до цели остается? Меньше 27 километров. Вот здесь сейчас, помимо как ты просто вот летишь, да, ты его держишь равновесие у этого самолета, потому что ты его контролируешь, вот так сидишь. Вот. Но когда ты будешь работать вот через вот эту штучку интересную, тебе надо будет совместить приятное с полезным. То есть тебе надо держать равновесие самолета и при этом еще цель. Вот это уже интересно. В этом вся и сложность. То есть автопилота здесь нету. Тебе рукой все самому и глазами надо все это контролировать. Если, допустим, на самолете Су-25Т мы могли врубить пилот или стабилизатор, который самолет горизонт, он тебе его выравнивает, и самолет у тебя просто летит, а ты уже занимаешься прицеливанием, то тут нет. Тут тебе делать надо все самому. Высота 3800. Давай поднимемся до 4. Так, подожди, по-моему, я вижу Веселовская. Вот она, по-моему. Да, это оно. Вроде бы здесь аэродром Моздок еще должен быть. Где-то. Он где-то там. Нет, не он. Аэродром, ты где? Блин. Или мы еще не долетели? Мы долетели или мы не долетели? Карта, помоги. А, да ну, мы нифига, мы уже Моздок пролетели, я даже не заметил. Так. Второй. У него все же есть, ну-ка. Контуре. А, и оборудование не подвешено. Да тут нету ЗРК, вообще пофиг. Шилка единственная, зараза. Ей вообще пофиг на эти ЗРК, не за это. Рэбы, не рэбы. Она если начнет по тебе бить. У них шилка. Брифинг. Состав колонны. БМП-2, Т-72, ЗСУ Шилка, 2 Урала и Хаммер. Слушай, давай нарами по ним отработаем, короче. А, нет, тогда эта фигня будет высота. Зачем я высоту тогда набирал? Чтобы нарами поработать. Как-то нелогично. Пушкой пострелять. Я набрал высоту почти 5000 метров, чтобы пострелять пушкой. Выставляемся. Бомбы корректирующие. Так в управлении он удобный. Он такой, кажется, тяжеленький. Прям, ну, он не резкий. Аккуратно так прям управляется. Скорость развивает хорошо. Комфортный. $4900. Скоро 5 будет. 5000 километров.
Ой, 5000 метров. Вообще, как бы правильно, там 2000 метров. 3, вот. Не 5 километров, это мы привыкли расстояние на земле, там 5 километров до города доехать, да? А здесь все в этих 1000 метров. 4 вот, сейчас 4600 метров. Так будет. Еще маленько отклонимся. Вот, вот оно, Веселовское, по-моему. Это село у нас. Да? Да. Вот оно. То есть нам надо не допустить, чтобы колонна не добралась сюда. Надо сделать все. Все, что в наших силах. 21:05. Ничего, у нас с тобой время. Ты где там на Сахалине живешь? 4 часа разница. Владивосток. Где там? Ну, Восток. На самом... Восточная часть России. Это стопудово. Если у тебя время еще идет вперед. Вот у меня получается восточная часть от Москвы, если смотреть, то у нас время +4. Так у тебя тем более тогда. Значит, ты еще восточнее где-то. Так, все, готовимся. Надо их обнаружить еще. Значит, задача сейчас выйти на траекторию, на дорогу, так сказать. Делать захват района. Ну, здесь уже их смотреть. Че, они так далеко, что ли? Вон, я вижу колонну. Выравниваюсь на нее. Дальномер. Так, высоту надо держать. Скорость. Ведем цель, при этом высоту и курс надо идти на нее. Все, захват есть. Сам высоту сейчас пробуем набрать. Не знаю, он должен сам, по идее, дать разрешение на пуск. Ну, посмотрим, да, с ним. Так, высота 3000 метров. Нет, видите, не дает. Высота маленькая. Надо набирать больше. В этом вся особенность этой бомбы, блин. Так, хорошо их взял, да? Это не такая бомба, это не ФАП-500, который сбросил и забыл. Не, ну эту тоже сбросишь и забудешь, только надо на цель навести. Опять же, вот, почему, в чем была проблема? Потерял высоту, потому что самолет надо держать самому и целиться. Пока целился, самолет ушел вниз. Вот и все. Это сложно. Одно дело, когда ты врубишь автопилот,
И летишь, кайфуешь, он тебе там держит высоту, и ты целишься. А тут тебе надо самому его держать. Так, ну ничего. Далеко не уйдут. Главное не потерять их из виду, и все. Можно ракеты отработать, потом кабы покидать, так сказать, остановить ребят. Давай отработаем ракетой 25 мл. Сейчас мы с тылу зайдем. Так, ну ракета 25 мл, у нее можно уже это высоту снизить. Но я не буду снижаться, потому что там шилка. Пока шилку не уничтожу, я не буду снижать высоту. Практикуюсь еще сам я на этом самолете, честно. Потому что, говорю, тут надо совместить прицел и стабилизировать самолет еще. Самому же все. Так, выходим на цель, врубаю я солт. Тягу убираем. Движение где-то вот по вот этой дороге у них идет. Блин, солнце за свет, да? Тоже веселая штучка. Веселый момент такой. Помню, мне шквал тоже засвечивало постоянно. Выбирал еще места. Вон они. Так, они, получается, подо мной, что ли? Нет. Все, вижу цель. Вот, видите, мне пуск разрешает уже. Он захват произвел. Вот, но мы маленько сыграем по-другому. Шилка. Вот она, ее атакую. Ракета пошла. Вот сейчас и проверим, как 25 мл работает в наше время в игре здесь. Кривая. Подожди, что-то поджег вроде, да? Густой. Так, ладно, уходим. Отмена пока. Дальномер вырубаем, он перегревается все равно. Колонна получила дюлей, пока, но не вся. Сейчас ориентир будет по дыму. Мне вот что нравится, вот первое надо начать, а там уже можно и закончить. Дым, главное дым создать, по дыму уже можно ориентироваться. Я надеюсь, у них там... ну... Вообще вот так вот, да, в игре, интересно, пожарники есть? Тушить могут здесь? Ну? Чик такие затушили. В городе мне легче наносить удары, чем в полях. Потому что ориентиров мало в полях бывает. В городе ты можешь ориентир какой-нибудь поймать, там закоулки, переулки какие-нибудь там, что-нибудь. А здесь... Ну, не всегда здесь леса. Вот видите, ну как все выглядит. Кусты одни, блин. Что тут кусты считать надо? Там 5 кустов, там 10. Вот там где 10, там скорее всего танк. Тот, который мне нужен, да?
Так, выбираем бомбы. Вижу я, по-моему, цели. Подожди, какие бомбы? Нет, бомбы отмену пока, ребята. 25 ЛТД. Расстояние маленькое, какие бомбы вообще? Так, дальномер. Кис. Ага, вот видите, он что-то поймал. Попрятались. Он его в кустах видит. Пуск. Вон ушла еще техника. Так, уходим. Блин, слишком низко. Опасно. Ну, шилка поражена. По идее, уже не опасно. То есть здесь ПВО было только одно ЗСУ. Остальное все пофиг. Так, ну чё, где второй-то? Второй. Давай тебе задачку дадим. Второму. Атакуй цели по возможности. Давай, работай. Так, у меня получается на этом крыле, блин, ракет море, а на этом вообще уже не море. Перевес идет на правое крыло. Что у нас по остатку топлива? Слушай, ну что-то это такой, я бы сказал, экономный самолет по сравнению с обычным грачом. Там бы у меня бы уже пожрал бы нормально. Ну, в общем, какие выводы? В этой миссии КАП-500 не востребован, потому что очень большая высота нужна. Вот. КАП-500 нужен там, где используется ЗРК. Если ЗРК есть, то, конечно, высотой работаешь, а здесь она не нужна. Тем более, не знаю, здесь надо фабы было брать. Фабы здесь в самый раз будут. Так, сейчас отработаю ракеты 25 МЛ. Высота у меня 2900. Скорость 340. Готовлюсь. Цель поразил. Вижу, по нему работают. Захватил этот район. Так, вот сейчас будет сложнее, потому что у меня начинает это уклон у меня вправо идет. Сейчас самолет надо будет держать. Вижу цель. Так, дальномер. Давай. Ведем. Танк, по-моему, да? Хорошо. 1500 килограмм. Так, ракета выставлена. 25 МЛ. Все, ведем. Захват еще пока нету захвата. Попробуем высоту не снижать. Держать 1600. Все, есть пуск. Ё-моё. Хотел красиво сделать. Нет, не получилось. Где опять? Ну-ка, давай. Опа. Тихо. Вот что значит ушел. Давай, пробуем еще раз. Еще захват.
Сейчас 25L отработаем. Я тебя так легко не отпущу. Давай, пошла. Так сказать, исправить ошибку надо. Это так, отработка по экипажу. А вдруг? Ну все. Остаются там кто, не знаю, надо посмотреть. Нары еще остались. Блин, хотел красивую ракету зафиксировать. 25 мл. В итоге отклонился, видите, захват потерялся, и все, ракета ушла. То есть это, кстати, вот еще раз подтвердило то, что надо контролировать пуск. То есть не просто пустил и ушел, да? Вот, а надо именно контролировать, куда ты ее пустил. Что у меня тут осталось? Бомбы только остались, нары, да? О, как я по тебе соскучился, тетя. Блин, мне еще тебя здесь не хватало. А у меня в машине такая же находится. Осторожно, внимание на дорогу. Вы зеваете там или еще что-нибудь. Здесь такая же. Только здесь про перегрузку, короче, контроль тебе идет. Прикольно. Что у нас тут? Ракета С-8. Что у нас там жив-то остался? По дороге не вижу ничего. Вон там вижу какую-то цель. Машина какая-то стоит. Так, сейчас вот где мы с этой стороны зайдем, проведем разведку. Я кабами работал, но я работал самолетом Су-25Т на высоте 500 тысяч метров, когда знал, что снизу опасность ЗРК. Тот же, допустим, стрела 10М, который может тоже сбить. Вот. А так не вижу смысла здесь вот в этой миссии использовать тип таких бомб. Все, объект поражен. Все, задача выполнена. Возврат. Я ему поставил задачу уже атаковать цели. Вот он атаковал. Давай за мной. Ну, как вам самолетик? Чувствуется современное оборудование. Ну, это стратегический самолет, я считаю. Стратегическая авиация. Это вот как раз относится к самолетам таким, как Су-24М, допустим, да, Су-34. Вот. Только есть один нюанс. У тех самолетов сидит один летчик, два летчика, вот правильно, а здесь один. Я здесь один же сижу. Так, давай, наверное, это все-таки заправимся на всякий случай, на резервный зайдем. Так, второму давай задачу ставим следовать возврат на точку, а я запрос делаю. Ассистент,
Вот, на вот этот аэродром сейчас пойду. 108. Ассистент. Следуйте курсом 058. Удаление 1-0. Давление 2,9,39. Посадочный 2,6. Занимайте высоту круга. У нас этот самолет 08. используется прям... Ну, мы о нем мало, мы его мало видим, кстати. Я думаю, ролики про него не снимают. Потому что, еще раз говорю, это стратегический самолет считается. Это из той же категории, как Су-34. Надо, кстати, почитать тоже. Я вот как-то читал, надо еще почитать материал, закрепить про него. Но про него интересная история. Мне вот очень раньше понравился самолет Су-25Т. Но так как он уже старенький, его даже уже сняли с вооружения, я всегда хотел что-то типа него, только на одного летчика. И наш обязательно. И тут вот просто я узнаю, что есть самолет такой Су-25СМ. Я офигел, думаю, нифига себе. Вот это я кайфану. Сейчас будем выполнять боевую задачу. Сложную. На этом самолете. То, что я сейчас выполняю, это фигня все. Это так. Мы сейчас будем атаковать колонну натовскую на территории Грузии. Сложная миссия. Там будет использована ЗРК. Будет. И этот ЗСУ будет тоже. Я надеюсь, там аэродром там меня зарядит. Блин, очень скорость большая. Да, у меня еще вооружение же с собой есть. То есть я не пустой приземляюсь. Все-таки кабы я не использовал в бою. Блин, а я не знаю, какая у него скорость комфортная для приземления. Но будем проверять. Ассистент, проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 1,8,0. Скорость 3 метра в секунду. Посадочный 2,6. Давай. У меня же еще груз боевой, так сказать. Блин, 340, большая скорость, наверное. Проверим тормоза зато. Блин, парашюты, это не грач, придется парашюты использовать.
тормоза такие же, как у Су-25Т почти. Тяжелый он. 108. Заруливайте на стоянку. Поэтому если вот аэродромы какие-либо... Да, тут аэродромы отличаются, есть полосы покороче. Надо будет это... ориентироваться на парашюты все равно. Без парашютов сложно его приземлять. Здесь у Грача хорошие тормоза. Он без парашютов только так приземляется. Очень хорошо. Слушайте, а мне кажется, ли он как-то выше, да? Те пониже будет. Или то такой же, блин. Или он как-то приподнят, этот самолет. Нет, мне кажется, блин. Не, у него все равно видно, маленько корпус как-то по-другому выглядит. Короче, надо поставить обычного Грача и поставить Су-25СМ и посмотреть. Что за мод? Ну это же этот, на СМ-3 мод. Для БКС. А не знаю, кстати, Леха обновлял что-нибудь. Где надо посмотреть обновление? Может он что-нибудь еще обновил? Это я еще в прошлом году его скачивал. Он, наверное, что-нибудь еще обновил. Смог он это... А, ну вот он доску говорю, эту панель вот эту обновлял, точно я помню, вот как раз ту версию загрузил. Вот эта штука на навигации работает тоже здесь все. Вот, может он еще что-то обновил. Надо будет зайти почитать. Сейчас надо будет перезаправиться, вооружение снять и вернуться на базу. Шумоизоляция, да, какая классная у него вообще. Знаете, вот это вот выглядит примерно... Ну, понятно, если нашу отечественную машину смотреть. Вот я ездил, допустим, на Жигули шестерки когда-то. И тут бац, Лада Гранта какая-нибудь, да? Вот. Ну, если из нашей категории. То есть уже все равно какой-то, как бы, какие-то приколюшки открываются новые, да, что-то где-то, допустим, тот же кондиционер появился уже, да? Ну, блин, нет. Как-то даже, я бы сказал, наверное, все-таки больше, наверное, если сравнить шестерку машину с Ладой, только не Гранта, а какая-нибудь там... Где у нас еще более комфорт есть. У нас вообще есть в машинах комфорт где-нибудь? Кто на наших машинах ездит? А мне, кстати, знаете, какая машина понравилась из наших? Я на ней ездил даже, помню. Но она тоже ломается часто. Этот УАЗ Патриот мне понравился, кстати, на нем ездить. Ну, ремонтировать его придется тоже. Не, ну это точно не разница. Это не разница машины Жигули 6 и с УАЗиком Патриот. А, ты на истребителях летаешь? Здесь истребителей полно, но... Цены, да, цены кусаются здесь, согласен. Здесь пипец. Ты знаешь, это как вот хочешь на аттракцион сходить, но надо денег заплатить. Примерно так же. Да, цены кусаются, согласен. Ну и эмоции здесь, ощущения игры. Либо просто пойти пострелял, повеселился, либо здесь
Ощущение, как будто, ну, не в настоящем самолете полетал, но при этом и не в игрушечном. Что-то среднее. Слушай, по-моему, меня сейчас не зарядят. Почему? Потому что я вот за ту зебру ушел. Здесь они, по-моему, не заряжают. Сейчас он за это будет возмущаться, диспетчер. Давай попробуем. Три единицы техники, одно ПВО я поразил. Статистика. Так. Дозаправка по плану. Перезарядка по плану. Слушай, чувствую, у меня нету в этом плане. Ладно, я понял. Пойдем туда к зебре подтягиваться. У меня в прошлый раз также был. Запускаю двигатель. Нет, 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 вы меня не поняли. Мне надо зарядиться. Он мне уже на взлет намекает. Типа, иди отсюда. Ну, здесь. Сейчас здесь посмотрим. Подожди, а как у него парашют-то восстанавливается? Это я не помню. Вот у него здесь парашют находится. Прям в хвосте. Интересно, при перезарядке или при ремонте? Управление комфортнее, чем даже на Су-25Т, но именно при атаке уже сложнее. Надо уметь самолет держать равновесие по вот этому прибору, по которому целимся. Там у него показано равновесие. Примерно хотя бы во время прицеливания. Когда уже атака идет, то да. Когда уже пуск готовишь, то надо уже самолет так контролировать, как и обычно.
Ну, давай попробуем отремонтировать, если он... Что за вилл Хокс? Что это такое? Ремонт. Не, давай ремонт просто. Прием. Перезарядка. Мне нравится садиться на самолете, у которого есть вес. Мне не нравятся самолеты без веса. Вот. Ну, в этот раз придется пустым лететь. Заправка по плану. Перезарядка по плану. Прием. Никто не знает, что я жив, кроме тебя одной. Я для других всего лишь миф с петлей над головой. Я знаю больше, чем хочу. Я и есть огонь. Самолет заправлен. Каждую свечу Сейчас они прячу. вроде как отремонтировать должны его еще. Да, надо ремонт сделать. Парашюта нету. Мне нужен только лишь твой взгляд, живой воды прибой. Из одного солдата в ряд я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен, в пустого неба даль, но эхо от небесных стен в крови войны ржавеет сталь. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми рай. Встречай и тишину, она лишь здесь осталась. Во-во, парашют, видите, все, они его зафиксировали, все, он есть. Можно взлетать. Вот теперь все, он готов. Ассистент 108. Запуск. Остановить уже нельзя безумство преданности пуль. Они в кровавой тьме скользят, отыщут в нас сердца косуль. Об землю грохнет, больше нет. Проломленным виском смотри, как вновь встает рассвет на черном розовым цветком. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми рай. Встречай и тишину, она лишь здесь осталась. Ну чё, вперед на базу.
Задачу поставленную сделали, самолет заправлен. Так, выставляемся на возврат. Пока диспетчер думает, мы действуем, да? Так. Музыка классная, но... надо лететь. Конечно, он без этого, без пилонов так вообще легко высоту набрал. Налегке лечу. В смысле возвратная точка? Так я тебе уже давно сказал, вернись на точку. Я думал, он уже на базе. Ну, я вам так скажу. Он, кстати, горючку не так много здесь кушает в этой игре. Я удивлен. По сравнению с самолетом Су-25Т и Грачом. Что, у него экономность какая-то, что ли? Чем он так? Почему он так хорошо отличается от них в этом? Просто на Граче вот я... ну видите, на Граче чаще маневров приходилось делать. Пока надо увидеть, разведку провести, навестись. А на этом кого он? В прицел его увидел, атаковал цель. И так вот все цели бьешь и все. В этом уже экономия. То есть лишние маневры не нужны. А там, блин, атаковал. Потом заходишь, опять не видишь ничего. Опять посмотрел. Ага, там опять заходишь. Короче, там несколько раз надо заходить. В этом вся особенность. Красивая текстура у него и снаружи тоже. А еще тут, если обратить внимание, текстурка на дисплее тоже, видите, тут дисплей такой прям грязноватенький, зачухонький. Панель вроде такая более как будто новая, но она скорее всего из какого-то материала такого сделана, который, наверное, не сильно так изнашивается. А вот дисплей как дисплей. Как все обычные мониторы, которые надо когда-то протирать. Особенность еще в игре вот это отсвечивание, когда против солнца летишь. Иногда он засвечивает тебе этот дисплей. Да, я вижу, я сбрасываю. Разогнался. Тороплюсь. Он интересно их запускает, ЛТЦ. Как-то по-своему. Траектория, я имею в виду, выпуск траектории ЛТЦ у него, видите, маленько отличается, по-моему, нет? По-моему, да. Он как-то, видите, вверх и вниз их запускает. Не влево, вправо, вверх, а вверх и вниз. Вон по-разному, и так, и так. Смотри, сейчас две вверх запускает, у него они разные. Тоже, кстати, большой плюс. Ракету можно обмануть. Не, Грачи, они хорошо Стингера обманывают. Главное его засечь. Вот в чем суть. Вот это, конечно,
Грач что-то обычный Су-25, вот у него, я вот не знаю, по-моему, ну вот в игре летаешь, у него особо нету, по-моему, оповещения против Стингера. Там визуально его уже смотришь. По этому дисплею можно даже пушкой отрабатывать тоже. То есть ты можешь, допустим, цель увидел, да? Блин, у меня засвет сильный, конечно, нифига не увижу. Все, зафиксировал. Допустим, цель где-то там, да? Хороший самолет. На нем можно делать боевые задачи. Кстати, аэродром Нальчик, он полоса у него не сильно большая. Поэтому тут придется использовать парашют при торможении. Я так понял, у меня этот второй самолет за мной летит. Я вообще ему задачу поставил вернуться на базу. Я не знаю, почему он не сделал этого. Мы прям четко идем на аэродром. Нальчик, 108, возврат. Да, я вижу полосу. Все, я готовлюсь к приземлению. Блин, скорость высокая, 630. Я еще налегке лечу, это пипец. Сейчас придется тут маленько поплясать. Ну и то еще не факт, что я успею ее сбросить. Самолет очень скоростной, он еще скоростнее, чем Грач. Он вообще скорость развивает быстро. Вот не поверите, я говорю, мне самолет сложнее садить налегке, чем с вооружением. Вообще, потому что здесь надо вообще скорость контролировать. Он быстро ее развивает. Это вот у него особенность у этих пустышек. Ну, я его на задний приземлил, короче. Обычно всегда полностью колеса. Это мой косячок сейчас пошел. Это я крутанул сильно влево, пошел. Ну что, без парашютов тормозиться? Нет. Нет, нифига не хочет смотреть. Давай парашют. Говорю, он даже пустой, он без парашютов не хочет.
Принцип тот же, короче. Торможение, как у Су-25Т, такой же. Вот это мне единственное не нравится, блин. Его вообще фиг затормозишь, если скорость большая. Все остальное классно. Хороший самолет. Миссии надо побольше на него поделать. Но чтобы миссии на него сделать, надо купить карту сирийскую. Тогда можно будет что-нибудь придумать. Потому что он в основном проявил себя в Сирии. Он участвовал там, можете даже почитать. Я не знаю, участвует ли этот самолет в нынешнем конфликте. Не интересовался. Но в Сирии я точно читал, он вроде там был. Давай уже завершайся. Не, мы будем сейчас это разнообразие делать, да? Сейчас на этом сделаем задачку. Сейчас на Граче полетим. Попробуем выполнить миссию. У меня есть миссия тоже сложная, которую я до сих пор не сделал. Так, а вот я сейчас вспомню, какая она. Да, придет скоро время, будем опять миссии создавать. Оно к тому идет. В ДКС. По-моему, вот это на задание. Подожди. Нет, подожди, колонну. Нет, колонну мы оставим, я говорю, на СМ. Да, вот эта миссия, но такая масштабная, я бы сказал. Знаете, что тут нам надо добавить? Я забыл. Давайте добавим сейчас сразу, я ее сохраню. Нам ПВО нашим. Здесь не хватает ПВО. Сейчас сделаем. Блин, а только какое, я не знаю. Так, вот здесь у нас, по-моему, наземка. Панцирь. Фига себе. Панцирь, что ли, поставить? Хороший ПВО. Да? Но тут, видите, опять же, здесь нужен расчет. То есть здесь не получится одну установку поставить. Здесь надо именно расчет, чтобы был. Надо просто понимать, что из чего состоит. Поэтому я поставлю просто Тунгуску пока. Где-нибудь. Вообще эта миссия создавалась не для современной... Это не современная война здесь. Если была бы современная, понятно, здесь бы сейчас какие-нибудь... Кто они? Иностранные бы патриоты бы поставил. Тоже бы. Ну, тут был бы это хардкор.
Тунгуску что еще поставить? О, ну слушай, ну можно тоже поставить какую-нибудь стрелу. Она стрела здесь есть? Осу вижу, вот есть. С-200 вижу. Давай осу поставим. Ну и все, на базе есть ПВО. Я просто войска-то надо прикрывать тоже. А то я им как-то не поставил. Ну, здесь, видите, для геймплея была миссия. Чисто поиграть. Ну, тогда оно даже на геймплее выяснилось, что самолеты-то, которые у них вылетают, надо их тоже как-то обмануть же. Ладно, поехали играть. Да, миссия сложная, здесь надо... В общем, я сейчас прочту задачу, все здесь. Ух ты, какой у меня самолет классный. Нет, это не мой. На этом самолете прикрывать надо. Вот у нас вот этот. Нет, подожди. Где мой самолет? Вот он. Че у него тут? Нары. Угу. Ракеты 29Л буду использовать. Да. Так, воздух есть. Нары многоцелевые. Все, я готов. Второй самолет. Сразу на базе катапультируюсь. Тогда будет все понятно. Сразу при взлете катапультируюсь. Нет? Я думаю, да. Я не знаю, какое ему вооружение ставить. Но давай ему эти управляйки поставим тоже. Может, глядишь, начнет летать. Ну, я вам так скажу. Вот мы сейчас летали, колонну убили. Ракета криво работает все равно. Она как-то ударила по колонне. То есть она не ударила по шилке конкретно. Она попала между техникой вообще. То есть ракета кривая сейчас на данный момент в игре. Вот. И то это была... Она это использована с этого Солта 25. То есть по прицеливанию я ее вел. А если так вот на двуграче на обычном, блин, ну тут... Ну не знаю, боты с ней справляются. Пускай у бота будет. У игрока она не особо. Вперед. Так, миссия называется «На пределе». Территория, куда мы вылетаем, Грузия. Нам надо ударить по колоннам снабжения. Враг стягивает подкрепление. Когда начнется наступление, вопрос времени. Мы не должны ждать этого и нанесем первым предупредительный удар. Задача: уничтожить вражеское военное снабжение в указанных местах. Нажимаем планировщик, смотрим. Вылет отсюда синее отмечено, зелеными отмечено наши, где сейчас расположены. Синие — это вражеские войска. Наша разведка тоже, вот она отмечена здесь, типа она наблюдает за этими колоннами. Вот. И нам надо нанести поражение. Вот раз колонна. И вот здесь маленькая, небольшая, 2 колонны. Опасность, значит, в глубине территории врага находится ЗРК разных типов. Также есть самолеты Су-25, которые вылетают. Здесь же есть ЗСУ всякие, ЗУ, зенитки. Вот. Есть стингеры, тоже можно нарваться на них. Ну, это вот наши кораблики стоят, красавцы. Морской флот. Неустрашимый.
Все? Ну, суть понятна, да? Значит, к целям относятся грузовые машины, мини-склады. Но здесь только будут у нас машины. Время будет ограничено до прибытия вражеской авиации. Вам придется работать на низких высотах, чтобы не попасть под ЗРК. Ну, по сути, это как вот он сейчас грач работает в наше время, так и надо здесь работать. Также могут быть зенитки. Из вооружения сейчас. Ну все, я же перевооружал самолет, по-моему. Все, вперед в бой. Я песенку вспомнил сразу. А часики смеются, тик-так, ни о чем не жалей. Не летай просто так, ну ты уже добавил. Просто здесь самолет из часиков сделан на панели. Сейчас. Ну вот, а теперь мы. Наша очередь. Так, наземный персонал. Нет, подожди, не то. РП. Запуск. Сочи, сотый, запуск. Что диспетчер у меня тупит. Иногда. Почти каждый стрим, я не знаю, что с ним происходит. Ладно, запускаемся долго. Сейчас смотри, двигаться начнет чем. Опять запрещаю, разрешаю. Так, электрику включил, высотомер настроим. На 0 выставь. Можно запускать двигатели поочередно. То есть сначала левый двигатель. Второй. Прошел ППМ-1 на 500. Выставлю сразу закрылки. Левый двигатель запущен, вот мы видим здесь. Вот этот прибор нам показывает левый двигатель. Правый, видите, он не запущен. Сейчас его будем запускать. Запуск правого двигателя. Так, березка заработала. Излучение где-то идет. Сзади справа это наш. Ну, вот, когда работает ЗРК, она же использует радар. Радар производит облучение вот это. И вот это как раз идет оно, вот эта березка его ловит. Неважно, чей свой, не свой. Такая система. Все, два двигателя запущены. Самолет у нас готов к рулению. Выдвигаемся. Так, смотрим, куда нам рулить. Рулить лучше, конечно, влево. Не, конечно, если диспетчер нам... Я знаю, диспетчер скажет полоса 0,6, как всегда, через 5 километров туда. Но он молчит. Давай еще раз попробуем. Он мне еще запуск даже не сказал, что делать. Сочи, сотый, запуск.
Сочи, сотый, руление. Второй, пошел. Руление, полоса 2-4, смотрим. А, ну все, красавчик, молодец. Значит, сюда. Сейчас уходим влево и по полосе. А, тут вот момент у этого аэродрома, у Сочи-Адлера, я, кстати, иногда путаюсь. Это вот эта полоса. Главное по карте посмотреть, не с нее взлететь. Мы сейчас на нее вырулим, и нам покажется, о, мы уже на полосе. Нет, на самом деле нам надо ее проехать еще, и вот на следующей уже. Что у нас там, 24-ки? Здесь также же на вертушках летать можно. Я вот все, вот понимаете, тут надо очень, мне надо и карту сейчас купить, и вертолеты купить. Я разрываюсь, я даже не знаю, с чего начать. Это пипец. Хоть всю игру купи. Короче, кредит возьми на 500 тысяч, возьми ДКС еще раз, чтобы поиграть, да? Мне и вертушки хочется, конечно. Вертушки пробник дается. Но я уверен, если я сейчас на вертолете начну летать и осваивать его, мне будет вертолет тоже интересен. Понятное дело, что мне его покупать придется. Так, ну что, погнали. Вот у нас показан педальки, если работают нормально. Оп. Для меня это как сцепление. Но мне интересно, а если просто тягу сделать? Он будет трогаться? Да, тоже трогается. Почему-то вот вообще по правилам, как бы обучалку, когда проходишь, всегда говорят, это тормоз зажимаешь сначала, потом начинаешь страгиваться. Но вот на полосе, когда при взлете, когда уже надо взлетать, то тормоз зажимаешь, тягу увеличиваешь где-то до 80, до 90. Я до 80, помню, увеличивал. Как только стронулся, сразу до сотки вух, и все, и пошел. Ох, ответственная миссия предстоит нам. Это не те миссии, которые были, хоть они и боевые. Понял, Орел, сделаем все, что нужно. Я эту миссию уже третий стрим пройти не могу. Это какой-то пипец. А в основном какие ошибки? Утомляешься в полете, выносливости больше надо. 3-4 успешных атаки, на 5-й постоянно куда-нибудь врезаешься. Тут за раз сложно колонну уничтожить. Приходится возвращаться на базу, переснаряжаться. Ну, и... Короче, выносливость нужна здесь. Помимо как летать, управлять им, надо еще летать долго уметь. Все, уходим на полосу. Один? Нет, я не один. У меня он второй где-то еще. Где он? Ну все. Мы готовы. Фух. Жарко как. Слушай, может не полетим? Что-то жарко. Там, наверное, еще жарче будет.
Ладно, вперед. Скорость 280, 300, вперед, отрыв. Самое главное, ты мне рассказал, не показал. Атаку будем производить с гор. То есть мы не пойдем вот здесь, где стрелочка нарисована. Мы сейчас делаем вот этот финт, где вертолеты вот отсюда заходим. И вот здесь у нас получается идем вот так вот. И заходим вот здесь. Что там? Бзыпта какая-то. Бзыпта. Отсюда заходим и атакуем. С гор. В общем, сначала атакуем, наверное, управляемой ракетой. Попробуем отработать стрелу. Да, колонну охраняет стрела. Это ЗРК. Затем потом будем уже работать по машинам. Все-таки стрелу хочу попробовать уничтожить прицельным огнем.
Это управляемые ракетой Х-29. У меня вот она подвешена. — 25 километров до места. Выходим на цель. Готовимся к атаке. Так, режим воздух-земля. Управляемые ракеты. Тягу сбираем. Врубаю лазерный целеуказатель. Так, второму ставлю задачу. Второму, прикрой меня. Второй, понял. Вижу нашу первую цель. Пуск. Первый атаку отработал. Так, есть. Это работает. Шилка, наверное. Но ЗСУ мне... ЗРК меня не может здесь доставить, потому что я на низкой высоте. Так, что у нас тут? А, стрела поражена, отлично. Часть колонны тоже. Из вооружения нары есть еще.
Управляемые ракеты есть. Еще идем. 6 единиц техники. Одна ПВО. Но там еще в эти единицы еще пехотинцы входят тоже. Они как единицы считаются. Тоже работаю сейчас ракетой Х-29, потому что она мне мешает. Равновесие у меня плохое из-за нее, но при этом ее надо использовать по назначению. Тяжелая ракета, но мощная. Так, что у нас тут осталось? Ага, БТР спрятал. О, БМП, слушай, сейчас я туда ударю. Попробую страйк выбить. Лазерный целеуказатель. Где-то они там в кучку сжались. По-моему, я их вижу. Скорость большая. Тихо, тихо. Пошла, родная. Поражена. Так, ну что, боекомплект весь использован. Итого уничтожено 9 единиц. Остается БМП, ЗИЛ, БТР-80. Так, я, конечно, могу повыпендриваться, но я не буду. Я на базу, все, пока. Не буду я пушкой работать, ну их нахрен. Так, второй, давай за мной. Че, давай кораблики поприветствуем, а ты что-то я не приветствовал их. Где наш этот... Чтобы вспомнить, где они. Музычку сейчас врублю, кстати. Блин. Сейчас. Как же она правильно называется? Да вы все ее слышали, эту музыку.
очень нравится. Ну-ка, она нет. О, да, это она. Сейчас, подожди. Вот это будет момент. Стопудово она. Правда, это музыка из темы Второй мировой. Вот. Но она все равно будет звучать классно. Блин, где они только корабли? А, ну я к ним подлетаю. Вон одного вижу. Это музыка из этого, из меню Battlefield 1942, который классная музыка была, когда карта загружалась, она постоянно играла. Но она такая оптимистическая музыка, классная. Что, пробуем вернуться. Так. Вижу аэродром, сейчас на него пойдем. Я думаю, второго можно возвращать, от него толку мало. Вот я про это и говорю, что упор только если, допустим, с игроком. А, его еще кто-то подбил или топливо. Все, понятно, на ЗРК залупился. Вот об этом я и говорю. Все, это бесполезно. Нет, не прикрутил, это я сам включил. Отдельно. Ну, нет, отдельно музыка играла, я просто ее нашел. Там тоже эта карта была, это у них, ну, правда, за американцев она была. Битва за Мидвей, по-моему. Они с японцами где дрались-то. И там эти корабли были, подводные лодки, корабли. И вот там, когда загрузка карты была, там постоянно музыка это играла. Мне нравилась там карта. Ну, понятно, наши карты интересны. Там Курск, Сталинград, все вот это. Вот. Но мне нравилась карта Эл Аламейн. Там пустынная, большая карта такая в пустыне. Классная вообще. Чем она мне нравится? Тем, что там летать можно. Там карта здоровая. Летай, долетай, балдей на этих, на поршневых. У нас там сейчас получается фаб надо сбросить. Ну-ка, может, фабы заряжу. Но мне главное шуку обмануть, которая у меня расположена прям недалеко от них. Ну да, есть ее разные вариации. Но вот это я оригинал включил. По-моему, это оригинал. Мне оригинал больше нравится. Оригинал, он более оптимистичный такой.
Ау, это что-то новое. Я еще на воздушных тормозах не садился. Ну ладно, буду знать, что на них тоже можно неплохо приземлиться. Я их не убрал. Я обычно их убираю. Не, ну обычно при них трясет. Но тут прям как-то классно получилось. Я вот все-таки советую, кто будет играть в эту игру, если будет возможность, все-таки приобретите этот самолет и на нем учитесь летать, взлетать. Он вас быстрее научит. Очень хорошего управления, чувствительный самолет. Я не говорю, что он легкий в бою. Надо уметь тоже пользоваться, как бы, но рука набивается быстрее на нем, чем на том же Су-25Т. Су-25Т это халява, я вам так скажу. На нем летаешь, это то же самое, как поездил, допустим, на иномарочке, на каком Мерседесике, допустим, а потом пошел на шестерочку Жигули. Я имею в виду, что там более как-то все комфортно. В плане это, там и ЛС на стекле у него все отображается. Ну, что там, какие еще плюсы? Шквал, вот этот все-таки он дает большой плюс. Но, блин, опять же, видите, сравнивать эти два самолета, это, я все-таки считаю, Су-25 это же как стратегический самолет. К стратегической авиации он должен относиться. А штурмовик и стратегическая авиация, это, ну, просто Су-25 грач, ну, как штурмовик идет. А стратегическая авиация это все-таки там, где вот эта система есть, оборудование вот это, которое можно работать на расстоянии. Запустил ракету или там бомбы, я не знаю, как они пускают, наверное, на высоте, на больших просто высотах. А ракеты он на расстоянии пуск сделал, и все. И не надо подлетать к цели. Это не на граче летать. Прилетаешь, блин, к самой цели уже. Он тебя в глаз, это лоб в лоб видит. Су-34 сюда надо. Вот это да? О, братан, привет, спасибо. А ты чё не это? Ты пойдешь летать со мной, нет, сегодня? Или ты стесняешься? Когда уже с тобой слетаем? В Дицайт с тобой выжили уже. В армии 3 повоевали. Ой, в Reforge. В Таркове, правда, еще это видеокарты не поискали. Но в ДКСе хоть это небо, так сказать, поцеловать-то почему бы и нет. Тем более ты с ДКСа пришел. Первое надо с него было начинать. Только а что его осваивать? Сейчас с тобой пару войн выиграем и все. Пару миссий сделаем и все, я освоил. Так что смотри. Фух. Давай, бро. Хорошего отдыха тебе. Спасибо большое. Блин, я сегодня в арму хотел еще поиграть. Но надо это, миссию доделать. Да выполнять. Не, ну, сегодня результат меня радует. Без приключений, нормально сегодня. Даже хоть они такие подготовочные миссии, как полигоны, но они были сделаны хорошо. Ну, видите, опять же, самолет Су-25СМ дает о себе знать. Хороший самолет. Надо подумать, что использовать. Что у нас там осталось-то? Грузовик, БМП и БТР, да? Сюда можно фабик зарядить 500-й. Правда, их надо правильно еще заметить вовремя. Нарами. Да, нарами это интересно, как бы все, но
Надо все вооружение попробовать. Чисто чтобы понять вообще, что он может, помимо его маневренности. Вот этот мне батарчик надо как-то выкурить оттуда. Его не видно нифига. Я тут захожу, получается, отсюда как раз. БМП мне... Нет, еще не заканчиваю. Еще пока не заканчиваю. Надо миссию вот эту довести, так сказать, до конца. Вот БМП здесь 2 мне даст ориентир. Здесь Зил рядом с ним. Хорошо. Вот как БТР мне поймать? Вот это вопрос. Блин, придется нарами его туда выкуривать оттуда. Такс. Ремонт. Ну, мы сегодня с тобой поиграем. Да, батарею перекрыл. Не говори, опасно было. У меня там эта переноска была как раз, все, провода компьютерные, все. Прикольно вообще. Сходил в магазин, называется. Прихожу домой, у меня батарею прорвало, прикинь, а в комнате, где компьютер. Как зашипит батарея. Я думаю, ё-моё, что делать-то? Я быстро оборудование, все, трык подальше. Тряпочками пока обходился. Как фабы будешь кидать? Ну да, это будет опасно, конечно, риски будут. Потому что я могу на шилку залупиться. На 2 шилки. Так, наземный персонал, перезарядка. ЛТЦ. Я заряжаю по максимуму. Так, ракеты оставляю, нары оставляю. Нет, ракеты все-таки другие беру. Буду пробовать все-таки ими. Нет. Вот эти. Нет, подожди, что я делаю вообще? Не то. Я же фабы хотел точно. Во. Сюда тогда берем. Вот эти ракеты. Блин, тяжелый будет он у меня, конечно. Все, наров у меня. Ну, мне их, если я их сейчас прикреплю, у меня будет перевес. Поэтому без наров. Блин, ДО что ли взять? Там же все-таки ЗРКшки будут. Хотя нет, я постараюсь на них не залупаться. Фаб сброшу и опять нырну щучкой вниз. И все. Там потом где-нибудь в туннельчик спрячусь. Шутка. Ну, просто надо высоко не лететь и все. Они отработают. Все, перезарядка. Пойду пока отбегу. Пускай пока заряжают. Меня не терять, сейчас подойду. Командир, борт заправлен.
Все, вроде зарядили, да? Можно взлетать. На Су-25Т скидываю спикирование, у меня сам самолет приближается. Но ты видишь, видать, это не успеваешь вовремя выйти из пикирования. Такое можно. Тут надо как-то так хорошо сыграть с этим фабом, чтобы он у тебя и в цель попал, и при этом и ты не повредился. То есть надо золотую середину высоты найти. Вот. Если лететь сильно высоко бросать, то он у тебя уйдет от цели. Поэтому надо высоту где-то, ну, блин, я не знаю, у меня по-разному. Но вот у меня, мы вот сегодня летали на самолете на Граче, я выполнял тренировочное задание на полигоне, когда я уничтожил Т-72, я, кстати, одним фабом зарядил ему по кабине сразу. Ну, где-то полторашечка у меня метров была. То есть я не сильно высоко летел. Я не пикирую, я делаю под капот, но когда уже остается немного уже до сброса, я чуть-чуть нос наклоняю. Вот. И все. А потом хопа выравниваюсь, когда уже бомба сброшена. И стараюсь уйти не прямо, а куда-нибудь в сторону и вверх сразу. Вот. А так ФАП-500, конечно, он тебя зацепит. Она мощная бомба здесь считается. Ну что, мы готовы? Пипец у меня жарень, блин. Странно, на улице вроде погода такая классная. Че у меня так жарко? Наконец-то дождик прошел. Всю неделю просто 35 плюс. Прям как возраст мой. Я к слову. Эй, что началось-то вообще? Ну чё, вперед. Еще в одну атаку. Не знаю, насколько меня хватит. Я говорю, если я разобьюсь, все, я устал. Значит. Я же не вечный здесь. Я тоже устаю иногда. Просто как оно получается? Ой, ошибочку допустила. На самом деле я просто понимаю, что уже налетал нормально, уже надо отдыхать. Игра же постоянно требует внимания, концентрации, голова, чтобы твоя постоянно думала. В этом она классная, но устаешь. Ох, не знаю, как они в реальной жизни летают, летчики, но не завидую я им. Там постоянно нужна концентрация. Тяжело, ответственность большая. Самолет все-таки это... Тем более на наших самолетах это вдвойне надо концентрацию. Да, и удачу. Самое главное, удачу надо. Я остался один, нету у меня больше самолета второго, я один. Вот, а сейчас бы летали бы с Эдуардом, он был бы второй. Поэтому все дружно в чате. Эдуард, Эдуард. Давай в полет пойдем. Быстро освоишь, поверь. Пару раз это стингеров прилетит. Сразу. О, оказывается, на нем надо летать так. Все, я понял. Это знаешь, это как вот не умею плавать. Хоп, тебя в озеро забросили. Ой, поплыл сразу. В лучшем случае, если не утонул. Не, здесь в игре надо в бою познавать технику. Тогда оно интереснее.
Там же стоят. Давай сразу подготовимся. Не знаю, я вот не хочу использовать никогда бомбы сразу две одновременно. Они бестолковые, серьезно. Они упадут все в одну цель, а ущерб будет как от одной, блин. Здесь в игре. Поэтому здесь более результативнее использовать одну бомбу. От нее больше эффекта. Ну или они как бы... Ну, не знаю, я как-то пару раз пробовал две бомбы сбросить. Видите, не сказать, что прям скопление техники на земле. Они все равно, боты, они хитрые. Они на расстоянии друг от друга. Не факт, что ты им что-то сделаешь. Колонны тоже бывает атакуешь, думаешь сейчас, ой, сейчас бомбу сброшу, поражу сразу несколько единиц. Нет, они раскатываются, разъезжаются по разным углам. Даже сейчас вот я вроде смотрю, БМП с Зилом вроде рядом. Вот, ну, не знаю, посмотрим. Повезет. Повезет, не повезет. Не разъедутся. Надо БТР как-то выкурить. Я вот вспоминаю наши первые стримы по ДКС, когда мне еще шум программку только эту подсказал для поворота головы. Но он мне дал свои настройки. Вот. Ё-моё, там такой пипец, я помню. Просто голову чуть вправо крутанется чуть не на 360 градусов. Ну, я нормально стримов записал на такой камере. Пролетели мы неплохо тоже. В основном летал на самолете Су-25Т. Вот. Ну ничего, приноровился, привык. Ну, а потом время спустя уже думаю, надо что-то с этим делать. Зашел в интернет, нашел ролик, посмотрел человека, который летал, правда, на самолете А-10. ВВС США. Ну, вполне настройка понравилась, как бы я поднастроил. Нет, опять же, как, я не делал как у него. Я просто, он хорошо объяснил принцип, как это настраивается, все эти оси. Все, я настроил под себя, я примерно подогнал, как я кручу головой, потому что мы же по-разному. Кто-то резко это делает, кто-то медленно. Ну, то есть надо вот именно под свою голову все это настроить. Вот сейчас видите, он как камера регулирует. То есть вот как я вращаю головой, так она и ловит. Не вот так вот, блядь, как раньше было, это пипец. Поэтому, когда вот люди у меня спрашивают, допустим, что ты используешь, а потом если настройка, то вот моя рекомендация, эти настройки не делать так же, как и у других. Делать для себя настройки. Понять принцип работы, как это все настраивается, и настроить под свою камеру, под свою голову наклоны, вот эти повороты. Тогда будет уже легче. Ну и в игре результата больше. У меня тоже привычка дурная раньше была постоянно кого-нибудь сливать. Ну, в плане там увидел настройку графики. О, ну все, я такую же поставлю. В итоге она лагает у тебя. Так что не вариант, что она еще нормально пойдет. Не факт. Все, я выхожу на цель. Блин, высота у меня, конечно, большая. 3000 метров, меня могут за РК взять. Но сейчас пока по облучению я смотрю, вроде как от наших идет. С востока, если от меня смотреть.
С правой стороны, там наши. Сейчас надо увидеть БМП. БМП у нас где-то... Здесь, что ли? Давай сюда забросим. Все, зафиксировал. Веду. Шкалу веду. Все, сброс пошел, ухожу вправо, маневрирую. Все, колонна ликвидирована, уходим. Ага, не, погоди, уходим. В смысле, подожди, а чё? Всех поразил? Нет. А чё, БМП в условия не входит у меня с БТРом, что ли? Блин, ну это хреновенько. Потому что сейчас эти грачи вражеские прилетят. Надо быстренько бомбу сбрасывать, пока они вылетают. Просто я не смогу с ней долго летать-то. Ребят, подождите, сейчас я вернусь еще на кружок. Блин, ну все-таки это я не в яблочко попал. Я ее не увидел, БМП. Я зил. А, смотри, здесь, короче, условие стоит на машинное снабжение, да, получается. А БТР это считается как охрана. Вот. Ну ничего, сейчас все равно бомбу еще одну сброшу. И БМП тоже. БМП-2 опасная, она стреляет. Она может мне тоже что-нибудь повредить, если я выйду на низкую высоту. Я не знаю, успею. Нет, видите, грачи начинают сейчас здесь запускаться. Они сейчас вылетать будут. Два грача на место атаки колонны. Короче, враг запросил подкрепление. Это авиация. Сейчас они прилетят. Вот опять же, здесь игровой интеллект у ботов, я не знаю, они ведут себя по-своему. Они могут отражать атаку, могут уйти на базу. Вот эти грачи, они вообще непредсказуемые. Я не знаю, как они себя будут вести. В прошлый мой полет они сбежали. Как дезертиры, блин. Не, ну я, конечно, тоже не нарывался на них. Я так мимо летал, думал, может, они меня как-то увидят. Нет, они не видят тебя. Это надо близко к ним подлетать, короче. Что, они там начинают руление, нет? Да, вон, видите, они рулят. Блин. Надо успеть все сделать. Они сейчас пока вырулят, пока взлетят. Понятное дело, мне одному тут это... Не вариант с ними драться вообще. Они меня победят. Это нам, знаете, надо это воздушный бой тренировать. Тогда, может быть, и я победю. А я в основном по назимке же постоянно. Так. Оп. БМП. Мы на тебя нацелены в этот раз. Надеюсь. Там еще техника сгоревшая. Я могу это... не ту технику захватить. Так, ну высота 1300, блин, опасно, зараза. Я могу себя зацепить. Давай. Оп, пошла бомба. И скорость 550. Давай, давай, давай. Вон идет, я вижу, прям хорошо летит, красотка. Давай.
Бах! Да почему опять 53? Блин, опять мимо, да что такое? Пушка. Блин. Сейчас дозалупаю, сделаем. Что, они еще не взлетели? Ага, они пока докатятся. Вот у самолета, видите, есть одна особенность. Они пока вырулят, пока взлетят. Ты можешь здесь еще подразнить всех их. Они сейчас вырулят на полосу. Я попробую пушкой побыхать. Мне надо просто понять, где она. Я не могу понять, где она. Я примерно, говорю, бомбу сбрасываю. А где там она? Что, попробуем разведку провести. Вот сейчас был бы у него шквал какой-нибудь или солт, я бы сейчас посмотрел. Ага, вон стоит где-то в кусту. Ну-ка посмотрим. Вообще, как бы задачку-то я выполнил. Я могу уже вторую колонну бить, но мне хочется бэху-то добить. А, вон дымок, смотри, из нее идет. Нифига себе, она третья по счету отсюда техника. Вон, видите, дымит. Нет, даже вторая, вот. Вот она первая идет. Вон она где стоит, дымит. А я вообще по четвертой работал. Все, я понял. Жди весточку сейчас. Главное, грачам в нос не попасть. Лоб-лоб с ними не встретиться. Все, я определил. А, нет. Только не оно. Шилка где-то работает, по-моему. Я здесь пробовал шилки уничтожать, на них тоже задирался. Первую шилку ликвидировал хорошо, а вторую искал в этих текстурах. Пока искал, она меня уже сбрила. Дело такое. Ну чё? Нет, они еще пока выруливают. Я еще могу зайти, наверное, на разок. Не, я могу как бы их обмануть. Я могу ринуться в тыл к своим. И все. Перезарядиться, пока заправиться. Эти прилетят, и меня нету. Полет идет нормально. Потихоньку. Потихоньку. Кстати, первую колонну разбил. Сейчас технику добиваю. Я не хочу лететь пока вглубь. Там следующая колонна снабжения идет маленько поглубже у противника в территорию, так сказать. Надо грачей этих обмануть. Тогда можно будет ею заняться. Все, они выруливают сейчас на взлетную. Скоро придут. Надо будет сейчас БМП хотя бы сжечь. Ладно, сейчас вот эту атаку делаем тогда, и все, и в сторону базы, наверное. Ждем, когда они прилетят, посмотрят и улетят. Здесь, да, ультраграфика, ну, стоит. Она хорошо оптимизированная игра. Здесь нужен просто диск хороший, SD-шник, и все. Он хорошо прогружает. Она игра хорошая вообще по оптимизации. Но видишь, я играю один. Если идти на онлайн сервак, я не знаю там как они. Там же, видишь, много всего ставят. Там половина техники нафиг не надо, но зато для атмосферы. Поэтому у меня все хорошо работает. У меня на ультраграфике я играю. У меня FPS хороший здесь. Вообще не жалуюсь. Полет нормальный. Все, они взлетели. Блин. Надо быстро заходить сейчас на него. И маневрировать в сторону базы. Так.
Гори. Все, я домой пока. Я вообще за хлебушком ходил. На граче, блядь. Шутка. Залупил, смотри. А БТР так и не выехал, по-моему. Он как сидит где-то там. Блин, классная разминка шеи здесь. Вот, вообще, когда вот эти наклоны делаешь. Так, давай без этого. Что это опять? О чем? В смысле, а где ЛТЦ? А, я их... А, вот, вижу. Просто я их это взглядом не вижу. Где у нас самолетики? Офигеть они, блин, быстрые. А че они так быстро налетели? Ну, давай на всякий случай, конечно. Все-таки, может, их получится. Я хочу их все сюда натравить, к нам. Так-то. Так, ну-ка, воздух. Вот он, воздух. Ракеты. Ну, блин, Р-60 так себе ракета. Она не очень. Мне не нравится Р-60. Вот Р-73 классные ракеты. Ею сложнее наводиться. 60-кой. Что у меня там осталось? Ну, у меня же еще ракеты мощные, блин. Ракеты-то надо тоже куда-то девать. Давай в самолет запустим. Прикинь, будет вообще классно. Чик такая Х-29 в Су-25 прилетает. Фантазер меня называли. Пацаны. Интересно, они будут атаковать меня? Ну, тогда они меня не трогали почему-то. Где вы? На какой они высоте летят? 1800, у меня 2. Они где-то... Так, вот только шилки мне ваши не нужны. Все, мы встретились. Давай, ребята, за мной. Я знаю хорошие места здесь. Сейчас я вас отведу. Там неплохо потусоваться можно. Короче, я хочу натравить на свое ПВО, но я не знаю, пойдут они, нет. Сыкливые, а какие, блин, смотри, они А, у них один самолет сбили, он, смотри, развернулся. Короче, их Тунгуска сбила. Один самолет им, прикинь. Вот он, грузинский самолет пошел в обратку. У них самолет один сбили. Не, я за ним не пойду, потому что там у них ЗРК, они меня собьют. Это все, вся их атака нафиг. Не знаю, что с ними делать. Так, что у меня горючек сколько осталось? 1200. БТР будем добивать-то? Да его не видно, нафиг он сдался, да? У меня есть управляемые ракеты. Давай сейчас определим, где у нас находятся шилки, потому что они мне не дадут сейчас атаковать. По шилкам ударить. Шилки у нас находятся... А, подожди, они меня отсюда не возьмут, да? Тогда вот надо вот эти уничтожать. Мешаются здесь колонна техники. У меня еще нары же есть, да?
Нет, у меня наров нету. Вот здесь бы я, конечно, нарами... А, нет, подожди, есть. Не, нифига, нету наров. Здесь бы, конечно, я нарами бы отработал. Короче, здесь вот мои цели. Вот у них, видите, колонна. Там вот колонна снабжения где-то вон стоит. Надо по ним ударить. По ним бы фабами бить, но у меня фабов сейчас нету, они разряжены, все. Я их запустил все. Вот здесь где-то вот в этом месте у нас расположены шилки. Они пока меня не наблюдают. Высота потому что 3200. Вот. Но меня в любой момент может ЗРК засечь и запустить по мне фигню всякую. Так, вот здесь, вот я вижу артиллерийские установки. Шилки у них где-то вот в этом районе. Вот я одну как-то тогда заметил, я по ней ударил. Вот. А что касается второй, ее очень сложно засечь. Она как будто в текстурах где-то пропадает. Все идет по плану? Нет. Все идет по игре пока. Блин, а у меня еще какие-то ракеты, что ли? А, у меня же 29-ки, у меня же 25-ки, ёба, я тут вообще весь в арсенале. Ну ладно, все, тогда поперли. Попробуем использовать ракеты 29. Блин, на шилку бы только не залупиться. Сейчас попробую. Так, врубаю лазерный целеуказатель. Мне придется их с высоты использовать не меньше 2500. Так сказать, дальность растет. Раньше я, блядь, с 1000 метров нифига не видел. А тут уже начинаю атаковать цели из 3 километров, да? Вижу цели, работаю. Тихо, 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 ты чё? Затрясло бедного. Ты волнуешься? Да ты не волнуйся, все нормально. Все свои, блядь. Оп, пошла. По центру надо. Давай хоть вот эту. Давай, давай. Во, вот так. Давай, давай, давай. А, под удар попадай. Все, есть, готово. БТР, выходи. Ты долго там сидеть будешь? Что-то было. Какого фига? Что-то по мне ударило, прикинь. Да, он хребет маленько повредили. А что-то было. Звук, как будто ракета где-то запустилась. Да нет, вроде там... А, блин, там расчет по ЗРК же, я забыл про них. Они могли по мне ударить. Ну, далековато они, правда, не достали. Так, ну что? Удар был успешный, да. Я уничтожил кое-что тут. Одни БТРы остались. Сейчас еще по ним нанесу. А, нет, сейчас нанесу удар по снабжению своему. Ракеты Х-29. Пикает, потому что здесь излучение идет. Здесь же радары. От наших радаров. Вот, сейчас их радар здесь где-то, вот, сейчас он его увидел. От шилки же тоже у нее радар же. Вот, она будет пикать. Что, все-таки что-то повредили опять.
Никак не попадают, так повреждают постоянно. Могли гидрач повредить. Крен или тангаж, вот это будет плохо. Так, лазерный целеуказатель. Вижу цели. Работаю. Пуск. Главное с прицела не уйти. Давай, давай, веди, 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 веди. Затрясло. Давай. Где моя ракета? Ушла, что ли? Ё-моё! Тихо, 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 тихо. Это что за хрень? Блять, я про нее забыл. Там шилка, по-моему, еще одна. Сука. Достает почти. Это она отрабатывает. Все, я понял. Шилка работает. Это она. Ну, она не может пока меня достать нормально. Но чувствуется, да? Так, ну чё, ракета мимо ушла, потому что потерял я прицел. Да, вот. Так вот оно может быть здесь. Ну, Х-29 отработано. Просто приходится работать в зоне ПВО. Это не так просто. Угроза везде. Чё, попробуем атаковать шилку? Я примерно понял, где она. Рискуем, ну. Так, ракета 25 МЛ. Я пытаюсь себе этот коридорчик сделать, чтобы атаковать цели основные. Так. Где-то на этой дороге она. А, вон я их вижу. 2 единицы техники. Попробую хотя бы одну поразить. Мне вот это не нравится, что она прыгает прицел вот так вот. В этом вся сложность. Так, ракета пошла. Ведем. Опять атакует справа кто-то меня. Есть шилка одна поражена. Это не он. Ёб твою мать. А, левый двигатель. Глушу. А, это правый. Тихо. Не тот заглушил. Да ёб твою мать. Отстань. Блин, да я двигатель не тот, прикинь, лучше. Так. Я не тот двигатель сначала заглушил, не ту кнопку нажал. Так, все, по мне ЗРК работает нахрен. ПЗРК. Скотина. Видите, он не оповещает вас даже о нем. Вот в чем суть. А, выполнен. Дюлей-то тоже получил. Так, я на базу. Надеюсь, дотяну. Что у меня из вооружения еще? Одна ракета осталась, да? Да, но ее придется сбрасывать, к сожалению. Закрылки. Чем не закрылки? Шилку-то поразила, а вот расчет где-то ПЗРК. Вот это непонятно.
Че, давай будем пробовать. Правый двигатель на нуле, гидрач поврежден. Как видите, шкалом, видите, они тоже полу уже мертвые. Сейчас идем на базу. Шилка, что это? Это наша отечественная советского времени. Шилка — это ЗСУ, зенитка такая с радаром и на гусеницах. Для того времени это топовая была ПВО. Ее до сих пор, по-моему, используют, если не ошибаюсь. Она прошла Афганистан, и прошла Чечню, прошла. Так, ребят, сейчас мне надо отойти. Секунду. ЗСУ Шилка — это у нас еще техника, придуманная конструкторами советскими после Второй мировой. А я вот не помню, по-моему, она не попала во вторую или попала. Что, надо посмотреть ее историю. До нее ЗСУ 57 была. ЗСУ 57, по-моему, -2. Вот она попала, по-моему, во Вторую мировую. Или тоже не попала. Это, короче, тоже на гусеницах техника. У нее 2 ствола торчат. Она бух-бух-бух стреляет. По 2 выстрела делает. Но она мощная тоже, зенитка такая. Игорек, это надо в этот идти. Игра War Thunder есть. Там махом это все освоишь, я тебе говорю. Там прям с этим проблем не будет. Я тоже в этом не силен. Я же в основном пехотинец. Мне вообще ни танки, ни самолеты. Это я в армии начал летать. А здесь так он на самолет вообще сел. На грач. Я в основном... Мне всегда нравилось спецназ, разведка, снайперы. Я в основном по такой теме. Мне нравилось ползать ночью где-нибудь, какие-нибудь диверсии устраивать в играх. Кайфанул, помню, в операции Flashpoint когда-то. Все, гидрач умирает. Одна шкала 0. Операция Flashpoint игра была, там боты, они хорошо стелсились прям. Ну, они игрока не всегда видели, там и все такое, их обманывать можно было. Там я кайфанул вообще. Мне там нравилось и танки обманывать. Я, пока вот он стоит задом ко мне, подползу к нему, взрывчатку заложу, уйду. По поводу пехоты тоже можно было потихоньку подкрасться, кого-то снять. Вот. В смысле, прием, как слышно? В смысле, раз. Ты меня не слышишь? А, так я на базу и так возвращаюсь же. Вон полоса. Я на базу и так и лечу. Ну, только вопрос, смогу ли... Ну, хотя я шасси не смогу использовать. Они у меня не сработают. Ни с шасси, ни закрылки. Сейчас придется эту аварийную посадку делать. Не знаю, ну, будем пробовать. На одном двигателе лечу. Блин, высота большая. Тихо, братан, не заваливайся только. А, нет, подожди, не та полоса. Нет, не та полоса, другая.
Попробуй выровнять. У него, короче, крен вправо мертвый вообще. Я боюсь, что нам придется катапультироваться, походу. Ну, вообще мертвый крен. Вправо прям. Но он у него это... А, ну у него и влево умирает. Все же. Его еле контролируем. Да, шилка это ПВО. Зенитное ПВО. Блин, так жалько, конечно. Я говорю, миссия сложненькая. Первая задача ты выполняешь, а вторую все, день гребешь. Так, ну своим креном, со своим креном я попробую. А, все, у меня левый отказал полностью. Горючки мало остается тоже. Пробую все равно. Сколько у меня горючки? 600, по-моему. Да нормально горючки, мне главное его вывернуть на траекторию. Тихо, 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 тихо. Не, братан, нам надо с тобой выжить, блин. У нас с тобой великие дела. Нам еще надо Третью мировую победить. Ты забыл, что ли? Так, электрику вырубаю. Двигатели нахрен вырубаю. Какая, разрешите посадку? Прикалывайся, что ли, блядь? Посадку разрешите. Вырубись нафиг, не отвлекай. Ну давай проверим твое брюшко. Сука, загорелся все равно. Хреново. Вот. Обычно без пожара получалось. Че, ничего не сломал? Но я могу сейчас взорваться. Не знаю, взорвется, нет, сильное повреждение. Вот непонятно. Ремонт. Вывези тут вот 170 секунд. Короче, если он сейчас взорвется, все. Если не взорвется, значит, дала нам игра еще одну жизнь. Но я сделал все, что мог. Я мог катапультироваться бы, и все, тогда миссия бы завершилась. Как бы есть еще вариант. Если бы я бы сейчас летел бы на самолете Су-25Т, мы бы разбились бы, либо катапультировались. У него нету такой возможности. У него, если гидрач выбивается, его очень сложно посадить. Это пипец. Не знаю, как на Су-25СМ, не пробовал я в аварийных ситуациях. Но вот грач может. Можно и выкрутиться из этой ситуации. Кто мои стримы смотрит, не первый стрим, те знают. У меня разные на нем ситуации бывают. Я даже садился, у меня носа не было. Без носа приземлялся. Приборы отказали, навигации не было, ничего не было, но самолет целый был. Так, итого 15 единиц уничтоженных солдат и техника и 3 ПВО. 3 ПВО это значит разных типов ЗРК, Шилка и Урал зенитная установка. Я его успел поразить. Единственное, не успел обнаружить я
Этот расчет ПЗРК. Мы даже, кстати, можем посмотреть, что за расчет меня атаковал. Подожди, это что за... Ну это наша стрела. А, нет, не можем посмотреть. А я не знаю почему. Смотри, он мне... А, нет, все нормально, вниз надо крутить. Сейчас я скажу. Кстати, я нормально выжил. Сейчас самолет восстановят еще и снова в бой. Повезло. Вот, меня Стингер атаковал. Вот он, видите? Один промах, второй меня подбил. Он мне выбил движок и гидравлику. Пока я, блин, разбирался, какой двигатель заглушить по кнопкам. Я просто уже давно это не поджигался, не знаю. Блин, ну и как вот, мы вот в прошлый раз летали, меня, по-моему, не поджигали. Когда тебе двигатель загорается, надо вовремя вырубить не два двигателя, а тот, который горит. И вот главное с кнопками не облажать. Что это за прицел такой? Эй, не надо мне этот читерский прицел, уберите его. Что это такое? Красный, видите? Так, ну самолет восстановлен. Надо что-то зарядить, наверное. Или как стрелять-то? В этот раз я возьму... Нары возьму. Так, фабы, да, у меня будут фабы. Слушай, может их фабами разбить? Пятисотых накидать. Ну-ка, сюда нары могу? Хотя бы вот такие. О, нормально. Пойдет экипировка. Короче, наров взял два разных типа. С-13 мне нравится тем, что они это точно стреляют. На расстоянии можно ими бить. Но их мало. Там не помню сколько штук в одном пилоне. Да, если двигатель не вырубишь, будет бум. Вот также могут гидравлику сильно так выбить, что она аж парить начинает у тебя, и тоже будет бум. Поэтому на данный момент меня подбили, но мне гидрач сильно выбили, но не до такой степени, чтобы прям бум. Вот, у этого самолета, я говорю, у него вот есть маленький вот этот маленько-большой минус. Вот ракета летит в тебя, и тебе никто ничего не говорит. Все. То есть здесь только визуально ты ее заметишь. Вот. Это в игре есть вид третьего лица, ты можешь туда посмотреть, туда. А в реальной жизни нету вида третьего лица, поэтому тебе помогает только второй самолет. Он только может тебе сказать. А вот кто помогает второму самолету, я не знаю. То есть вот вы летите в паре, допустим, да? Второй самолет, там по тебе пуск, там оттуда маневрируй, там, допустим, да? А второму самолету кто помогает? Их же по два летает, бывает. Загадка, я не знаю, честно. Не интересовался даже. Надо как-то поинтересоваться. Мне вот сейчас непонятно, почему, что это за красная ерунда. Я помню, также приземлился, где-то секунд 30 постоял и взорвался. Что-то я повредил сильно. Если бы я бы сейчас заходил с включенной электрикой либо двигателем, я бы
Мне кажется, он бы у меня сломался бы самолет, взорвался бы тоже. Какие еще варианты? Если бы я сейчас открыл бы шасси, допустим, они открылись бы не до конца. Оно первое бы колесо открылось, а задние бы по бокам были, то был бы удар бы другой. Самолет бы сильнее бы загорелся, и тоже бы, скорее всего, он был бы уничтожен. Ну, это уже так скажу, это уже с игровым опытом. Не жизненным, я не знаю, как в жизни, а именно игровой опыт. Просто я уже садился, знаю эту тему. Ну, единственное, не могу предугадать силу удара. Я не знаю, когда вот самолет в аварийном состоянии, я не знаю, как он ударился в этот раз. Ну, ударился он хорошо, потому что если он загорелся, это логично. Но не до такой степени, чтобы взорваться, да? Все? Надо этих гавриков сейчас вычислить и отомстить им, да? Где они, интересно, могут быть? Шилки были обнаружены где-то здесь. Одну я уничтожил. Блин, ну как их вычислить, да? Только по пуску, опять же. Надо подставлять брюхо. Сколько вот у них боеприпасов? Тоже вопрос. Они же не могут бесконечно ими стрелять. Запуск. Сохраниться здесь не сохранишься, как в играх, да? Вот бывает, один играешь, там сохранить, потом загрузить, если тебя убьют. Сейчас вот если меня собьют, все, я провалил задание. Дается одна жизнь на миссию. Че вот это за крестик, я не знаю. Первый раз такое вижу. Что-то я, по-моему, кнопку какую-то нажал не ту. Скорее всего. Первый раз такое вижу. У меня такого не было ни разу. Красный крестик такой. Ну вот сколько в нем? 5 ракет, прикинь. У меня всего 10 ракет в этих пилонах, которые я подвешал из 13. На каждом пилоне по 5 ракет. Что такое 10 ракет вообще? Нары, я имею в виду. 10 наров, да? Ну а что-то мне перевес-то не нужен. Лучше, чем вообще 0, да? Десяточкой можно все равно попробовать пехоту подавить, допустим. Тот же расчет отработать по нему, если понять, где он. Игорь, насчет круто, спасибо, я видел сообщение. Ну, учимся еще, тренируемся. Хочется, конечно, чтобы поменьше было ошибок, больше результатов. Да, сегодня стрим такой у нас боевой прям получился, я даже сам удивлен. Ну, в плане результата прям нормальный результат. Цели поражаются, самое главное, да? Потихоньку, но поражаются. Каждый вылет имеет результат. Как этот крестик убрать?
Как в Counter-Strike прицел появился, автомата не хватает. Это уже будет симулятор экшен. Шутер от третьего лица. Не, ну от первого же прицела у нас тут. Нет, тогда будет экшен. Ну что, к вылету я готов. Идем туда же. Наносим удары по вражеским позициям. В этот раз я занимаюсь бомбардированием. У меня 4 бомбы ФАП-500. Вот. Также мне надо выследить расчет ПЗРК, который где-то здесь. Я думаю, он где-то здесь. Надо его поймать. Не, ну если получится еще и шилку поджечь еще одну, почему бы и нет? У меня же там есть ракеты. А, нету. Нет, не получится. Управляемую ракету-то и не взял. Ну, что есть, то есть. Ладно, вперед. Да шилки нафиг они мне не нужны. Они берут там 2000 метров высоты, по-моему. Мне главное ПЗРК и мои колонны снабжения. Все, я взлетаю. В крайнем случае пушкой дам по башке. Был у меня момент, кстати, нарезка на канале есть, шот. Я, короче, это лоб в лоб прям на нее летел. Блин, ну там она меня победила, конечно. Она мне двигатель подожгла, и мне пришлось это уклониться. А так, ну, можно ее поджечь. Блин, ребят, я не знаю, что это за прицел. Я его первый раз вижу, и я не знаю, что я на кнопку нажал. Что за кнопка? Без понятия. И что он мне вообще дает, этот прицел? Так, это пауза. Это что это такое вообще? У вас он, надеюсь, отображается там на стриме. Что-то скорость маленькая. Разворачиваемся. Ну, наверное, скорее всего, это ФАП-500 дает о себе знать, все равно это вес. В этот раз я попробую набрать высоту и зайти уже не с гор, а с земли пойду, с побережья. Так, ладно, давай музыку выбьем. Так сказать, чтобы лететь было интересней.
корабли. А, корабли по-другому как-то смотрятся, я не помню камеру. Нет, я не помню камеру. Корабли хотел тоже посмотреть. Прикольно, кстати, они тоже выглядят. А, вон я вижу. Все, дальше грустно пошло. Уже грустная музыка пошла. Ладно, я подлетаю уже к этому побережью, где у нас идет боевые действия проходят. Так, надо облететь эту точку, где у нас шилки. В прошлый раз как-то я зашел так интересно несколько раз, что меня шилки вот эти не достали, они меня. Сейчас высота 1600, надо высоту набрать. Ну что? Фабы. Че, давай парочку используем, да? В этот раз. Раз уж на то пошло. Я могу все 4 использовать. Вот этого я, кстати, еще ни разу не использовал. Это будет что-то интересное. Слушай. Ну чё, ребята, блин, а я успею из атаки-то уйти? Вот это будет, конечно, блин. Вот об этом-то я не подумал. Сейчас будет, короче, вообще угар. Все, пацаны, вы меня расстроили, ребята. Вот. Мне из-за вас пришлось на базу лететь. Вот, поэтому у меня есть для вас горячая благодарность. Как это прицел вырубить? Это пипец, короче. Что только в этой игре нету. Здесь я вот говорю, вот, любую кнопку, какую не нажмешь, везде какое-то действие. Где-то вот нажал какую-то кнопку, все. Сейчас не знаю, что делать. Блин, мне бы под ЗРК не залететь. Вот это, конечно, будет плохо. Так. Выходим на исходную. Нет, ниже надо. Ребят, я у вас грузовики только уничтожу и все. Вам жалко, что ли? Потом базу, потом вас всех. Чуть-чуть. Давай, родная, все, ухожу. Вот будет весело, если они все поражают. Все поразят. Я не знаю, посмотрим. Я первый раз такое пробую, я ни разу не пробовал. Ну и что толку от этих фабов 4, блин. И все равно, смотри. О, я стингер поразил. Нифига себе, я достал вас, ребята. Ну, у меня нары есть. Сейчас попробуем поработать прицельно. Нет, эффекта мало. Ну, как вот я вам и говорил, особенность вот этого
Одна бомба, она намного интереснее, чем их 4 или 2 даже. Одной бомбой можно больше сделать, чем 4. Ну, вот здесь вот в игре. В жизни это понятное дело. Чем больше, тем лучше, а здесь нет. Почему-то. Если они все в одну воронку летят. Так, ну там задымление вижу. Все, задача выполнена. У-ху! Отлично, вообще. Иди нафиг. Иди нафиг, говорю. А мы на связи, задача выполнена, возвращаюсь. Прокакали вы свое снабжение. Нефиг уже возмущаться. Поздняк. Все, задача выполнена. Наконец-то. Пипец, блин, как я долго эту миссию делал. Ну, ребят, здесь надо все уже. Не выделываться, идти на базу, завершать. И, так сказать, гулять. Сейчас я знаю, если я пойду опять туда, то я уже не вернусь. Все-таки противник здесь тоже хорошо себя проявляет. С кораблями надо поздороваться. Блин, как бы так поймать вот эту камеру, интересно тоже угол. А ладно, пускай будет так. Где у нас корабли? Да, сегодня прям успешный стрим. Осталось только приземлиться успешно. Это просто вы мне удачи нажелали, многие, поэтому я сделал. Скорость большая. Мне нравится, как корабли здесь выглядят, и самолеты на фоне кораблей тоже прикольно смотрятся. Всегда хотел какой-нибудь кадр сделать, на низкой высоте над кораблем пролетаю. Блин, опасно было. У меня так-то еще вес. Я думаю, что он так тяжело бочку делает, это пипец. Все, сейчас зайду на посадочку и пойдем это... Перерыв сделаем и в арму пойдем играть. Я уже думал, мы это не доделаем начатое, так сказать.
А что у меня получается? Фабы я все использовал. Нары в основном остались у меня. Я их обратно на базу опять возвращаю. Не знаю, мне нравится самолет, когда есть вес у него, вооружение. Мне не нравится на пустом самолете летать. Я более его чувствую, когда у него есть пилоны с вооружением. Классно. По управлению сразу комфортно как-то. Насчет посадки пробую садить самолет с разных расстояний, с разных. Понятно, тут приборы можно использовать, там вот это все по образцу, там все это здорово. Вот, ну вы сегодня, вот вы видели, ситуация была, кто стрим смотрел. Гидравлики 0, движка нету. Какие там приборы, блин? Там надо выжить и все, и самолет сохранить хотя бы, да? Ну, если не хочешь миссию заново играть. Поэтому надо тренироваться, не только использовать приборы и все как оно в жизни, но и для самого себя любимого, так сказать, уметь самолет понять. Да, мы в следующих полетах попрактикуемся, допустим, попробуем без электроники вообще чисто так на взгляд самолет почувствовать, посадить. Просто электрику, скорость, высоту, все повырубаю и сам попробую приземлить. Блин, здесь скорость большая, походу, да? Мой косяк. Тихо, 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 тихо. Давай попробуем. Парашюты используем, да и все. У него же парашюты есть. Если мне их не выбили. Хоп. Не, нормально. Все. Но поздно. Все равно. Обычно на второй круг идут. Это уже все. Надо отдыхать. Просто я уже все. Я просто думал, сейчас, блин, опять эту миссию провалим. И как в прошлый раз тоже. Уже налетался, уже неинтересно было. Стой, братан. Ты куда-то... Блять, как тебя разгоняют-то быстро вообще. Нифига он разгоняется. Блин. Все. Эй, где моя медалька? Мне медальку бы хотя бы. Но все. Сегодня я исправил свои косяки предыдущие, так сказать. Нормально полетали. Все, давайте на этой счастливой ноте завершим, наверное, стрим. Пойдем играть уже в арму. Я же спотел весь, блядь. У меня жарко, пипец дома. Все, спасибо за донаты. Так. 2 плюс 0, 2. Смотри-ка, что. Правильно. Все верно. Ну все, увидимся в следующем стриме в армии. Пойдем, если сервак не запустит наш, то пойдем UTF играть. Там тоже миссии интересные с Эдуардом. Эдуарда подтяну с собой. Ну, если пойдет, конечно. Все, не прощаемся тогда. Ну, а так, заскакивайте. Хорошего вечера.
землю над головой я знаю больше, чем хочу. Я и есть огонь, объявший каждую свечу, что прячут за ладонь. Мне нужен только лишь твой взгляд, живой воды прибой. Из одного солдата в ряд я встану, чтоб продолжить бой. Я кричу до белых пен, в пустого неба даль, но эхо от небесных стен в крови войны ржавеет сталь. Вдыхай цветущих яблонь май и уходи за край. Сквозь солнце ярость взлетай, забытый всеми рай. Встречай и тишину, она лишь здесь осталась.